Телевизор вообще нельзя смотреть, ни в одной стране мира. То есть они настроили козни России и теперь отдыхают? Узкая голова пригодилась. А где это? Спина у тебя. Мы откатились на 20 лет, а то не на 30 лет сейчас. Спасибо, тренер. Не за что. Для меня сборная закрыта, все. Особенно после этого интервью. Никита, ты, наверное, самый необычный русский хоккеист. Ты играешь на самом высоком уровне в НХЛ. Ты очень интересно рассказываешь про свою работу. И ты один из немногих, кто говорит и о том, что происходит за пределами твоей работы. Ты один из немногих российских спортсменов высочайшего уровня, который высказался против войны России в Украине. Мы в Майами. Почему здесь, учитывая, что ты игрок Calgary Flames? Это совсем в другом месте. Ну, мы лет 7 назад выбирали, где мы хотим проводить межсезонье. Мы очень любим Москву, любили. Сейчас это нереально. И как бы тренироваться и жить было тяжело в Москве летом, потому что пробок очень много, друзей очень много всяких соблазнов. И как бы фокусироваться на подготовке к сезону не получалось там, и я что-то выбирал такое совместить с отдыхом для семьи, для детей, ну и плюс хорошие условия, там зал, лед, это было очень важно. Как бы и остановились тут, попробовали, нам очень понравилось, и вот 7-е межсезонье мы тут. У вас здесь квартира? Мы снимаем, да. Да. Весь год или только на лето? Только на лето. На часах 6:18, проснулись мы в 5:50. И в 6 уже за нами заехал Никита, и мы едем на тренировку. Никит, какая тренировка может быть так рано? Расскажи, пожалуйста. Утренняя. Просто у меня такой принцип, то, что кто рано встает, тому подают. Так что на самом деле очень в тонусе держит, когда рано просыпаешься и постоянно держишь режим. Постоянно в одно время это все делаешь, организм привыкает, и как бы для тела, для разума, для всего намного удобнее так для меня. И во сколько ты лег вчера? Я лег специально в 11. Ну, мы вчера попозже лег, а не получилось. Обычно где-то в 10-10:30 я уже все. Прямо уже все, потому что от 10 до часу это самый важный сон. То есть тогда у тебя организм погружается в самый глубокий сон, и это идет самое главное восстановление для тела. Сезон у тебя начинается еще... Ну, еще 2 недели, то есть у нас начинается тренировочный лагерь официальный. Летом вы, я имею в виду там хоккеисты самых разных команд, многие из вас живут в Майами, проводят лето, вы нанимаете себе тренеров индивидуально и тренируетесь без какого-либо участия клубов? Да. Каждый игрок, у него есть тренер по залу, с кем он занимается. То есть я со своим уже, это у меня 8-е межсезонье с ним. Потом также на льду ребята собираются большими группами, катаются, нанимают каких-нибудь тренеров специальных на лед, которые там, по броскам, по катанию, по всяким разным вещам. Это все индивидуально, это все ребята знают и выбирают, что они хотят и что важно для них. Так, а ты уже в форме? Типа того.
ноги завтра прилично болеть будут. Узкая голова пригодилась. У тебя в 2 раза больше гантелей. Да. Уважаю. На улице расцвело. Ну да, более-менее. Нет, так круто день начинать, конечно, за делом, я понимаю. Ну, то есть ты говоришь, тебе нужно телу проснуться, тут у тебя достаточно Я в времени, целом, чтобы да. проснуться. И да. я не завтракал, это очень важный момент. Ноги, руки держи, да. Давай. Супер. Никакая еда не нужна даже. У тебя хорошо получается. Вот это вот у тебя заклад на весь сезон. То есть у нас 82 игры, плюс предсезонные игры, плюс плей-офф, игры через день. То есть, чтобы у тебя на весь сезон хватило на плей-офф, вот это очень важно при этом. Наконец-то мы объяснили, для чего мы здесь в 6 утра во время твоего отпуска. Но это не отпуск, уже отпуск закон. Отпуск в июне был, в мае. Вот там ты честно пьешь коктейли, кока-колу. Вино, ем, да, всякое, все, что попало, да. Пузо Сейчас- отрастает? Да, очень. У меня очень. Прилично. То есть я набираю нормально, мне нужно потом 2 месяца все это сгонять. Вот это мое самое нелюбимое. 3, 2, 1. Ты раньше закончил, Никит. Что за раньше халтура? я раньше Что за начал. халтура? That's it? That's it. Yeah. Yeah, it wasn't so hard. No, well, we didn't do everything. Because of me, yeah? Что дальше? Все, мы сейчас заедем кашу купим. Мы уже рассказывали про онлайн-университет SkyPro, где учат IT-профессиям с нуля. А сейчас запускаем совместный мини-сериал про самые молодые и интересные города, построенные с нуля. И наша первая остановка — город Альмере, в центральной части Нидерландов. Раньше на этом месте было озеро, которое сначала частично осушили, а в 1975 году заложили новый город. За несколько десятилетий Альмере вошел в топ-10 крупнейших городов страны. Сейчас здесь живет более 200 тысяч человек. Главная местная достопримечательность — экспериментальная архитектура. Вот это здание «Волна», квартиры-капсулы, дома в виде красных амбаров. Смотрите, какой дом. Это как будто глаза, это как будто рот, а вот заколочка. От строительных технологий к IT. Если вас не устраивает ваша нынешняя работа и вы хотите ее поменять, одно из самых перспективных направлений — это IT. А научиться IT-профессиям с нуля можно в онлайн-университете SkyPro. Например, здесь есть курс «Аналитик данных», который оптимально подходит для старта в IT. Для этой специальности не нужны глубокие знания в математике, а освоить профессию очень несложно. И еще один важный плюс — большинство вакансий на удаленке, поэтому вы сможете работать из любой точки мира. Средняя зарплата начинающего специалиста без опыта — 70 тысяч рублей. С опытом от 2 лет до 250 тысяч рублей. Опытные аналитики получают еще больше. Плюс при желании из аналитика можно дорасти до инженера данных, дата-сайентиста или продакт-менеджера. Все занятия проходят онлайн в гибком графике, который можно совмещать с текущей работой. Курс длится 8 месяцев. При этом многие студенты SkyPro выходят на новую работу уже через 5-5,5 месяцев. Программа составлена с учетом основных требований работодателей к вакансиям начинающих аналитиков, а преподаватели — эксперты практики из ведущих IT-компаний. Во время учебы вы будете регулярно делать тесты и домашние задания и получать обратную связь от экспертов. Попрактикуйтесь на тренажерах, решая задачи и кейсы. Выполните 5 проектов для портфолио. А еще у вас будет личный наставник, который поможет дойти до финиша и решить главную задачу — найти интересную и перспективную работу. Кураторы SkyPro
всегда на связи и активно помогает в течение всей учебы. Даже если в какой-то момент теряется мотивация и хочется все бросить. По статистике, 90% студентов университета успешно заканчивают курс. А теперь приятный бонус. SkyPro выделил уникальную стипендию за хорошую учебу. Нужно вовремя проходить уроки и сдавать домашние задания. Максимальная сумма стипендии — 40 тысяч рублей. Выплачивается стипендия по такому графику. Если не хотите стипендию, можно выбрать другой бонус — скидку 20 тысяч рублей на обучение. Чтобы записаться на поток со стипендией 40 тысяч рублей или скидкой 20 тысяч рублей, нужно перейти по ссылке в описании или по этому QR-коду и активировать промокод «ДУТЬ». Акция действует на любой курс, но только до 20 октября. Вперед! Это правда, что то ли в первый день войны, то ли в первые дни войны был создан чат в Телеграме русских хоккеистов, играющих в НХЛ, где стали обсуждать коллективное высказывание по поводу начала войны? Да, я не помню именно сколько прошло, но в самом начале, да, мы собрали чат. Кто это сделал? Серега Бобровский был инициатором, то есть он собрался, он сказал: ребята, нам нужно держаться вместе, сейчас тяжелая ситуация, нужно решать, что делать. То есть, мы начали предлагать разные вещи, то есть я не помню кто, может быть, я предложил, что я посчитал, что нужно сделать какой-то стейтмент, какое-то заявление от всех русских игроков, потому что все равно у кого есть документ, у кого нет документа, кто на визах, кто на птичьих правах, то есть мы все равно все следили за ситуацией, то есть я своим агентом был с НХЛП, это наши люди, которые помогают в всяких таких делах бумажных. То есть мы не знали, может быть, нам там вообще визу аннулируют или канадские визы аннулируют, потому что Канада была еще более против, чем Америка против этой войны. И все не понимали, в каком мире сейчас находится русский народ и русские игроки НХЛ. У нас началась дискуссия насчет того, какой стейтмент должен быть, что в нем должно прозвучать. И вот так. Так, кто-то предлагал, что нужно сделать антивоенное заявление. Антивоенное, или какое-то то, что, спорт вне политики. И в итоге это ни к чему не привело? У нас разошлось на 2 лагеря, да. А что это за лагерь? Не по фамилиям, а один? Не по фамилиям, то есть одно лагерь, то, что это нужно говорить про эти 8 лет, про вот это пропагандское лагерь, и с другой стороны, адекватный лагерь. То есть один лагерь за антивоенное высказывание, да, а другой приводил логику, что что тогда мы эти 8 лет ничего не говорили? Или то есть, что нужно это в записке, чтобы это было, да. После этого ты выложил пост в Инстаграм? Не, я пост выложил через 2 дня. Почему ты решил высказаться? Это правильно. То есть я все равно до этого высказывался, всегда высказываюсь, до сих пор высказываюсь. Я считаю, может быть, кто-то услышит мои слова, лишний раз задумается, поменяется мнение у человека. То есть я все равно верю в то, что происходит в нашей стране, то, что происходило в нашей стране последние 23 года с нынешним президентом, то, что до этого происходило 9 лет. Я думаю, надеюсь, это все закончится, и у нас будет сильная экономически демократическая страна, а не клептократия. Так, сейчас мы едем завтракать. Да, такая кафешка, там есть такие power breakfast, сок свежевыжатый. То, что надо прямо перед ледовой тренировкой, такое легенькое что-то. 4? Yeah. Он нам сейчас приготовит. Так, что мы взяли? Там каша внизу, получается, грецкий орех, как ты хотел. Так. Арахисовое масло, чуть-чуть такая крошка шоколадная, банан и медом политое. А это точно полезно? Это полезно, и плюс это тебе дает энергию, потому что там мед — это хороший, не хороший сахар, но сахар, он тебе поднимает энергию, то есть сахар в крови. Но это для спорта, а если бы я не на работу шел сейчас, то это это тоже хорошо, Не, почему это полезно? Что здесь такого? Скажи, что здесь не полезно? Арахисовое масло, не? Арахисовое масло очень полезно, это хорошие жиры, это как авокадо. Все. То есть это тебе энергию дает, да. Так, а вот это, что
У меня когда ковид был, я вот это пил, и вообще... То есть это иммунитет поднимает тут. То есть лимонный сок, джинджер — это Имбирь. имбирь, сок имбиря, и плюс у тебя туметик — это перец такой острый. Ага. То есть он тебя просто вставляет. Ну, типа шот сока. Да, хочешь попробовать? А до или после? Нет, Можно, давай можно сейчас. до, потому что потом противно будет в конце. Да? А залпом или нет? Угу. Серьезно? Ну, ничего такое, не особо. Обычно бывает противнее. Этот еще нормально, обычно прям острый-острый. Ой, не, если бы не имбирь, то было бы совсем плохо. Но имбирь, он как бы это... Спасает Я чуть-чуть. очень люблю просто имбирь, Да? чай и все остальное, да. Погнали, Давай. едим в машине. Да. А ты знаешь, что в Америке больше аварий, чем люди за рулем едят, чем с телефонах сидят? Такая тебе статистика. Блин, арахисовое масло. Я тоже, когда приехал, первый раз мне его наложили, я фанатом стал. Ну, а его накладывают скорее к чему-то, ну, не Но соленому. они делают пинобар и джелли сэндвич, типа. Джем из малины, из чего-то, и на сэндвич намазывают, и сверху арахисовое масло, и такой сэндвич делают. На МКАД выезжаем, да? Типа того, на Ленинградку. Только этот едет. И дорогу не ремонтируют каждый месяц. В одном и том же месте. Ну, тебе скажут, климат другой. Какой климат, блин? Деньги списывать нужно. Тут бетонная дорога. Внизу покрытие бетонное. То есть они один раз нормально делают, чтобы потом не переделывать. А у нас это невыгодно. Блин, очень вкусно, пацаны. Извините, что я комментирую. Вот. Я понимаю, что как вам тяжело, но уже вот-вот. Каша — это не мое только мнение, а коллективное. Очень хорошо. Она прям вот так вот прилегла и просто полной энергии. Ракушки тебе нету, так что яйца не будешь защищать. Да, вот это. Это первый раз? Да, я никогда не играл в хоккей. Ты в детстве никогда не катался? Я катался на коньках, но никогда не играл в не играл в хоккей. О, у меня не, нормально. Нормально? Теперь коньки одеваем. Подожди, в таких носках можно? У меня длиннее. Нормально. Ну засовывай, не стесняйся. Это все розовое вино, которое ты вчера пил. Подожди, Ноги ушло. Ты снизу завязывай. Куда сверху-то? Точно носки длиннее? Да нет, кто-то без носков вообще катается. Паша Дацук без носков играл, да. Нормально. Так, что дальше? Лучше не будет. Сколько вы этому учитесь? Я за 3 минуты одеваюсь. Теперь вот эти лямки сверху одевай. О, как комбезик? Да, Прикольно. нормально. Ты как этот, ветеранчик, нормально. А нормально, что подкашиваются чуть-чуть эти? Ну это... Плохо зашнуровал? Ты ничего не сделаешь с этим. Блин. А пальцы не так вставил. Я очень давно не катался. Я реально стоял последний раз 5 лет назад на коньках. Ты если падать будешь, то вперед падай. Вперед, да? На руки можно? Лучше на руки, да. На руки, да? Блин, научиться тормозить еще. Ты из тех защитников, которые умеют забивать. Покажи мне что-то, чтобы я попробовал повторить. Вот ворота пустые, максимально просто. Я на 3 опорах стою даже на коньках, чтобы я каким-то образом мог за тобой повторить. Окей. И когда, то есть ты стоишь, Да. тебе нужно руками добавить и бросить. Вот так? Да. Молодец. Во. Сейчас клюшки такие начали делать, что даже, то есть тебе не нужно стараться бросать, она сама гнется. То есть у меня клюшка очень сильно гнется. Слушай, а я видел фотку, когда щелкает Овечкин или Малкин, и она реально Да, просто у дугой. Овечкина, то есть тут на каждой клюшке написано, сколько флексов. То есть у меня 102, 105, тут замазано, не видно. Там Саша Овечкин, у него клюшки там по 95 раньше, по 80 флексов было. И у него Это еще масса. сильнее? Да, то есть она больше. Я не могу, чтобы еще больше, потому что я не умею щелкать клюшкой, когда она сильно гнется. Ну и плюс сейчас такая игра быстрая, то, что ты много щелчков не делаешь, только если это сходу, а чтобы остановить шайбу, подумать, щелкнуть. Но так это нет времени, потому что тебя нет, накроют. накроют Да. сразу. То есть нужно сразу быстро бросать. Слушай, а как ты, Ну, то есть у меня, то есть у всех ребят разная техника броска, правильно?
То есть там, кто там лучше всего бросает? Саша, понятно, у него все вратари говорят, что шайба летит вот такая. То есть она не прямо летит, она вот такая, из-за этого ее тяжело ловить. Ага. Там Мэтьюс, Астон, который, я думаю, второй после Саши по голам, голеадор в лиге, он подтягивает всегда шайбу к себе, и у него, получается, клюшка гнется. И когда он подтягивает шайбу, он меняет угол броска, хотя вратарь уже готов к этому углу броска. А из-за того, что он подтягивает, вратарю нужно передвигаться, и у него дырки открываются. То есть много моментов вот таких вот. Александр Кожевников, знаменитый в прошлом хоккеист, и, если я ничего не путаю, отец депутатки Госдумы, Да. и актрисы Марии Кожевниковой, сказал следующее. «Таких, как Задоров, у нас в хоккее, к счастью, немного. У вас в журналистике и так называемом шоу-бизнесе их вижу побольше. Это типичное дитя 90-х, которое не знает всех плюсов и минусов эпохи СССР и которое воспитывалось на обломках страны. Для него то, что показывает CNN с BBC, то и истина. Мыслительного процесса — нуль. К сожалению, в нынешнем поколении детей Инстаграма таких тоже немало». Что ты думаешь об этом комментарии? Но это не он написал. То есть за него пишут. От его имени. Серьезно? Ну, конечно. Ну, просто его комментариев в лентах новостей я вижу просто бесчетное Так это не он. Что думаешь, он что, вот так сидит каждый день на телефон интервью дает? За него это все пишут. То есть есть люди, кто пишет, то есть от всех вот этих дедов хоккеистов. Ты это знаешь или это предполагаешь? Ну, я позитив, да. То есть я знаю это. Ага. Может быть, какие-то он интервью дает? Нет. Говорят, что он там вообще только гуляет, в бане ходит. Так, ну а давай разберем это. Вот он считает, не он, а там коллективный разум, который за него это написал, считает, что ты просто ведешься на пропаганду CNN с BBC и не понимаешь... CNN я вообще ненавижу. Почему? Потому что там пропаганда такая же идет, как у нас на Первом канале. Телевизор вообще нельзя смотреть. Ни в одной стране мира. Это манипуляция людьми просто, я считаю. Есть интернет, есть исторические факты, есть интервью, есть расследования, то есть это все показывает. Как бы задавай вопрос, я тебе про все расскажу, что он считает. Что я вырос в 90-х, я не видел Советский Союз, Да. но я знаю историю Советского Союза, я читал про нее. Он тебе скажет, зато школа хоккея какая была. Да при чем здесь школа хоккея? Хоккей — это маленький сектор в нашем мире. Окей, да, мне тяжело судить, то есть я не играл в те времена, что они видели, но весь мир куда смотрит? То есть только внутри России думают, то, что сейчас происходит, это нормально. А весь цивилизованный мир понимает, что это так жить нельзя. Хоккей — маленькая часть мира, а не такая важная, говоришь ты. А что важно? Как народ живет, социальная составляющая. Если ее нет, если люди голодают, живут за чертой бедности, я считаю, что это важно. А в России так живут? Конечно. Ты так удивленно спрашиваешь у меня. Ну, а откуда ты это знаешь, спросит тебя? Ты 17 лет живешь в Северной Америке, а вырос в Москве. Ну, на статистику посмотрите. Средняя зарплата, там, сколько у людей в банке денег. В Америке у 3% $1 миллион в банке. А если посчитать все сбережения? Все сбережения. Ага. В России там 0,003. Ну, то есть меньше 1%. Средняя зарплата $560 в России, в Америке 4500, 4600. Здесь цены выше. Ну, в 9 раз? Не в 9. Не в 9 раз. Ты не смотришь телевизор, а что ты смотришь, что ты читаешь? Где ты получаешь информацию? Ну, аудиокниги слушаю, YouTube-каналы смотрю, читаю новости из разных телеграм-каналов. То есть я беру информацию с разных сторон все равно. Американских людей смотрю, журналистов смотрю, русскоговорящих журналистов. То есть это не так тяжело сейчас делать свой ресерч. Никогда не думал, что ты просто в ловушке своего бабла? Ну, в какой-то момент ты стал смотреть, скажем так, более либеральное крыло Ютуба, Да. и читать более либеральное крыло Телеграма, и поэтому у тебя такие взгляды сложились. Но я иногда Соловьева включаю, чтобы себя назад вернуть. Не, ну на самом деле я понимаю, почему там у нас там 90% страны считают, что Соловьев правду говорит.
Потому что там реально 20 минут послушаешь, ты вообще хочешь за родину пойти биться. Но потом, когда у тебя разум приходит, и ты, когда путешествуешь по миру, ты видишь, как другие люди в других странах живут, не богатых стран, такая, как Россия, и что ничего не поменялось, на статистику посмотреть. У нас президент, когда его выбирали в 2000 году, у него было такое заявление, что он считал, что если поднимать ВВП на 8% каждый год, на 5% каждый год, то мы должны догнать Португалию, которая была самой Бедной страной в Евросоюза. Европе, В Евросоюзе. в Евросоюзе. Где сейчас Португалия, насколько? На 12 позиций выше, чем нас по ВВП на население. Да, я вот проверял недавно. То есть что-то не догнали за 23 года. Зато замков-то настроили, напокупали их. И денег через офшоры перевели нормально. Ты веришь, что замки, ну, в частности, замок в Геленджике путинский? Да. У меня дизайнер, кто знакомый, говорит, что они там в 2012 году были, да. Прям в замке. Прям в замке, да. То есть его еще долго искали. Символично, что дрон над нами полетел в этот... За нами следят. А здесь снимают так иногда? Ну, Скрипаля тоже снимали, да? Дизайнер там был? Да. Это не одна бабка сказала? Нет. Давай я тебя хитану. Кстати, а силовой, смотри. Силовой. Вот мы здесь за шайбу. Вот. Я пытаюсь ее укрыть. Когда ты проводишь силовой, что ты делаешь? Ну, когда ты укрываешь так, то Ничего? Сюда нельзя бить, потому что ты просто головой улетишь. Так, а что можно? удаление. Как можно их... Обычно я, если вот в такой позиции кто-то закрывает, то я подъезжаю сзади, и я, получается, ногами ему в жопу. И я его прижимаю к борту и пытаюсь эту шайбу выскочить. Слушай, а вот это вот классика, когда вот то, что как делали раньше во времена, как просто вот так вот. Да, ну сколько у тебя таких моментов, что игрок стоит, и ты к нему можешь подъехать, так хитануть. То есть все равно все в движении. Ты должен такой тайминг ловить. То есть почему у меня это получается? Потому что я предугадываю там на секунду, на две, куда игрок поедет и куда он повернется. Или я ему оставляю свободное место, и он думает, что он туда прорвется, а я уже жду, что он туда прорвется. А правда говорят, что НХЛ сейчас в сравнении там, с 90-ми и даже нулевыми плюшевая? Ну, по части силовых меньше. Не, но силовых также, я просто силовых грязных меньше. Раньше можно было там голову воткнуть, и что-то ничего не дали. А сейчас это выживает. Дисквалификация, да. И сейчас в лиге ни одного классического тавгая. Ну, тавгаев нету, потому что все в хоккей играют сейчас. Раньше им не нужно было в хоккей играть. Давай объясним для тех, кто не понимает. Тавгай — это человек, который раньше был во многих командах, не в каждых, но во многих, был человек, его называли еще полицейский. Для топовых игроков, да. Цель, которую он отлично дрался, и он защищал главную звезду. Потому что в другой команде был человек, который условно охотился на буре. Ну нет, не было такого, что кто-то охотился на буре, просто все охотились на буре. То есть вся команда играет обычно жестко против звезд, и сейчас это есть, но из-за того, что из правил убрали всякую грубость, и ты травму никому не нанесешь. То есть там все равно силовые приемы, а не силовые приемы. Редко какие-то травмы после силовых приемов происходят. Сейчас, потому что все чисто, все ребята головой думают. Никто друг друга сломать не хочет. Мы одна большая семья. И как бы сейчас грязных игроков в лиге не осталось тоже, потому что они их просто выжимают. Я вспоминаю Тай Доми, потому что я с его сыном играл в Лондоне. И Тай, история такая, я когда приехал в Канаду, в юниорку, в 17 лет, в первой игре я подрался. Я первый раз в жизни дрался на льду, и как бы у меня так получилось более-менее, но ничего такого особенного. И Тай привез свои коньки старые, таки, на следующий день утром, и он перед тренировкой меня взял, и мы пошли на лед, и он мне показал, как. Легенда. Да. Легенда. Он мне показал, как хвататься, как уворачиваться, где что держать. Вау. Да, потому что я с его сыном. Я с Максом хорошо, мы до сих пор общаемся, хорошо дружим. В порядке, да, хороший хоккеист. Обалдеть, Тай Доми Да, но учил Макс тебя драться. другой. То есть Макс, он скилл, он талантливый, да, он забивной игрок. Ты стал проявлять интерес к политике довольно давно. Первое твое высказывание публичное, если я ничего не путаю, 2019 год. Ты поддержал Панарина, который, в свою очередь, высказался по поводу митинга за свободный интернет.
в России проводили учения по поводу суверенного интернета, проходил митинг, Панарин это поддержал, и ты сказал: «Я не согласен с некоторыми вещами, которые происходят сейчас в России. Я патриот, это моя страна. Я думаю, что настоящие патриоты должны высказывать свое мнение. Особенно известные люди. Государство хочет усилить контроль. Это похоже на ситуацию в Северной Корее. Я согласен с Панариным. Кажется, что мы катимся назад в прошлое. Сейчас социальные сети имеют большое значение. Их нужно оставить в покое. В наши дни все связано с соцсетями. Люди зарабатывают там деньги. Это здорово. Не нужно этому мешать. Не надо отбрасывать страну на 20 лет назад из-за таких вещей». С чего вдруг? Тебе тогда 24 года. Ну, я тогда начал более интересоваться, что происходит в нашей стране, более вникать в это. Это плавно получилось или был какой-то триггер? Я думаю, тогда это было модно уже. YouTube начал. Такие люди, как ты, начали поднимать YouTube и давать нам такую информацию, которую мы не получали раньше. Для моего поколения. Еще тебе посольство России в США тогда ответило. Да. Тебе понравилось объяснение? Причем удивлен был, потому что они мне помогали сделать первой дочке паспорт. То есть я летал в Вашингтон, и быстро так прошли весь процесс, и за день я получил паспорт для дочки русский. Не, ну они не грубили тебе, они просто... Там же ответ был в таком... Ну, они типа нам сказали, что типа занимайтесь, мягко говоря, занимайтесь хоккеем и не лезьте в политику. Ну, да. Какая-то реакция в окружении у тебя была? Родители, близкие говорили, что, блин, Никита, тебе надо в хоккей играть, а ты... Ну, родители мне всегда так говорят. У меня как бы с родителями политическая позиция абсолютно разная. Мы с ними никогда в жизни не сходились в этом. Кто-то еще? Да нет, в основном как бы... Я не считаю, что я что-то такое сказал. Так и произошло, как я сказал. Мы откатились на 20 лет, а то не на 30 лет сейчас. С началом этой войны. И во всех отраслях, и в спорте, и в экономическом плане, и во всем. И в культурном, и в поколении для молодых ребят. Жалко, на самом деле. Жалко. Чтобы вместо того, чтобы развивать следующее поколение, мы их чуть-чуть похоронили. Смотря какой они выбор примут. Свалить страны и развиваться дальше, или находиться в этом болоте и жить по местным правилам. А как ты считаешь, надо поступать? У каждого свой путь, как мы говорим. То есть Америка не для всех, и Европа не для всех. Я считаю, если у тебя есть какой-то скиллсет, у тебя есть какой-то талант, то 100% ты видишь то, что прогресса никакого не будет в России, то ты понимаешь, что ты хочешь развиваться как человек, а развиваться как человек легче в любой демократической стране мира. Этим летом ты не ездил в Россию? Нет, и в прошлом нет. После начала войны ты не ездил Нет. в Россию? Почему? Противно. Я пойду там на Патриках в рестораны жрать, когда людей херачат бомбами за 2000 километров от меня. Просто так. За 1000? Смотря докуда долетают они, да. Из-за этого? Ну, это больше всего, да. Как-то совесть не позволяет чуть-чуть. Ну, тебе скажут, что ты находишься в стране, которая сейчас войны не ведет, но там, в недалеком прошлом здесь она тоже вела войны. Ну, я не поддерживаю войну в Афганистане, я могу сказать тут, да. То есть, и как бы... И тут много народу знает про это, то, что это была большая коррупционная война. Но если представить, что, не дай бог, Штаты снова куда-то ведут войска, там случится еще один Ирак, Афганистан, ну ты же как бы... Ну, я выскажусь. Но при этом ходить в ресторан ты сможешь здесь. Ну, я тут живу, я тут работаю. То есть, нет, ну окей, это, я думаю, не единственное все равно, из-за чего я не поехал. То есть я как бы непонятно, то есть я не хочу поехать, и там начнется мобилизация, и я не вылечу из страны на сезон. То есть зачем мне эти риски? Понимаешь? То есть это более все равно тоже с бизнес-стороны. Потому что я в хоккей тут играю вообще. Я все равно хоккеист, а не политик. А можешь показать, куда тебе шайба попала тогда, когда тебе сломала челюсть? Или просто... Сюда, да. У тебя шрам оттуда? Да. А куда именно она? Прямо вот сюда? Ну вот так, да. И что там было? У меня перелом пополам, вот здесь челюсть сломалась снизу, и у меня зубы нижние, они встали в 2 ряда. То есть вот так сместились.
Два ряда. Ну да, вот, нижние именно. И меня выпрямляли, и 2 пластины поставили. И как тебя приводили в порядок? Сколько это Ну, то есть заняло? меня под наркозом, я спать лег, мне сделали операцию, 2 пластины поставили, 9 шурупов. И меня так внутри рта зашили, то есть они через рот засовывали пластины. И у меня шов разошелся там через недели 3. И пластину я чувствовал языком. Ага. Она у меня во рту торчала. Просто кусок железа? Пластика, да. И как бы я пошел к доктору, говорю, нормально. Они говорят, ну давай вытащим тебя, уже 1/2 не нужна, тебя уже зажило в основном. И я говорю, ну я не хочу под анестезию опять, потому что я плохо ее переношу, 2 дня отхожу от нее. Я говорю, давайте под общим. Они мне сделали 2-3 укола, и она взяла, то есть разрезала мне под местным, да, она мне взяла отвертку настоящую, ну такую прямо рабочую. И при тебе сознание вытащило... Но она мне вот так, получается, отверткой шурупы эти развенчивала и давила мне, я шею вот так напрягал прям до конца. И вытащила мне 4 шурупа и пластины, да. В 2022 году, летом, в российском хоккее случился грандиозный скандал, ну, совершенно дикая история, когда вратаря ЦСКА из сборной России, который очень круто провел сезон чемпионский, если я ничего не путаю. ЦСКА Да, выиграл ЦСКА выиграл, да. прошлый сезон КХЛ, и его забрили в армию. Правильно ли я понимаю, что после этого многие хоккеисты НХЛ в Россию не летали? Ну, потому что там, да, я так понимаю, начали чистить военкоматы перед мобилизацией, всей вот этой военной фигней. И некоторые ребята там купили белые билеты или какие-то... В регионах это не тяжело сделать. Их косяки вскрывались. Ну да, чтобы и они решили не летать, чтобы не рисковать лишний раз. Как ты воспринял ситуацию с Федотовым? Ну это вот тебе ответ, что наша страна может сделать. То есть, как я слышал по слухам, то есть, когда руководство ЦСКА предложило ему контракт, он сказал, нет, спасибо, я поеду в НХЛ. Ему сказали, нет, ты не поедешь. Он сказал, нет, я поеду, и там один человек обиделся и отправил его в армию. Один человек? Да. Ясмантович? Ну, или Сечин, то есть они вместе, да. А Сечин интересуется хоккеем? Да, постоянно игры То ходят. есть он не просто руководитель компании, которая дает деньги, а он прям ему У интересно? меня друзья в ЦСКА играют, да. И ему интересно так же, как условному Миллеру футбол? Да. Еще был слух, что за дерзость Федотова так наказали, как будто он был сложным. Был слух, что он сказал, идите нахер своей войной, я поеду в НХЛ. Я не знаю, правильно это слух или неправильно, но такой слух был, да. Его забрали на флот северный, и спустя год он вернулся. Да. Как он вернулся, сейчас скажем, вопрос другой. То, что шокировало многих, это то, как отреагировала хоккейная комьюнити на это. В первую очередь хоккеисты. Почти никто за него не заступился. Были некоторые аккуратные фразы, но самые известные, самые крутые хоккеисты промолчали. А Александр Овечкин ответил совершенно легендарно, когда его спросили, скажете ли вы что-то про Федотова, он сказал, нет, а зачем? Но это сейчас он ответил. Не, это Этим был тогда. летом. Не, это был тогда, 100% тогда. Почему так? Ну, и надо к Александру Овечкину тебя спрашивать. Или почему другие не высказали? Почему другие? Почему все? Меня не спрашивали. То есть я знаю, мы с тобой за камерой говорили про это, Тебя то, и про что у войну тебя не есть спрашивали. Инстаграм. Тебя и про войну не спрашивали, Ну ты да. высказался в Инстаграме. Ну я в что высказался? Написал табличку. То, что я тебе сейчас говорю, я мог это сказать 2 года назад. Просто никто не спрашивает. Так у нас журналистика работает. Есть цензура даже, что напечатать можно. Не, ну давай, там законы военного времени. Хоккейный ну, люди, которые живут в России, это России, понятно. да, и давай мы Никто не не будем- хочет свою жопу подставлять. Ну, просто за это идут в тюрьму. Да, вот, да, поэтому да, давай да. их не судить за это Да. строго. Ты не высказался, потому что тебя не спрашивали. Ну да. Я не люблю в Инстаграме посты большие писать, там, дискутировать. То есть я люблю более... У меня такая позиция, то, что если журналист мне звонит, я никогда никому в жизни не отказал в интервью именно порядочному журналисту. То есть непорядочных было много, и как бы я делаю ресерч. Если меня кто-то спрашивает, я пробиваю сразу журналиста, в каких компаниях он работает, где что. То есть, потому что
Если ты работаешь в Спортэкспрессе, то можно сразу до свидания, да. Вот это у тебя подход. Да, у меня такая позиция, да. Мастер ресерча. Просто мы с тобой, когда играли, были на площадке, и я тогда сказал, что ты рассказывал про травмы, Да. и этого действительно не отнять у вас, то, что вы занимаетесь очень опасным видом спорта, где вам там могут оторвать палец, а вы уже как бы на следующий день готовы играть, или там сломать челюсть, а вы тоже быстро в строю. И это как бы иллюстрирует вот этот советский рефрен про «трус не играет в хоккей». Ну, Но когда я следил за тем, как реагирует мир на абсолютное, безумие... Допустим, люди боятся высказаться про войну. Ну вот уберем это в сторону, хотя, конечно, это тоже очень грустно. Допустим, типа, они вот боятся нарушить закон Российской Федерации, хоть и живут за границей. Но тут-то тебя не посадят в тюрьму. И вот мне в этот момент показалось, какой трус не играет в хоккей, если своего не отбили? У нас, я скажу, что вообще хоккей, и я думаю, российский хоккей, именно если брать всех хоккеистов, то есть что это самый менее медийный спорт. Особенно, даже если в Америке взять НХЛ, это самый менее медийный спорт. Ага. То есть ты там что-нибудь про Макдэвида или Кросби знаешь, хотя они лучшие игроки в мире, и про них вообще никто ничего не знает. То есть это все очень private держится. Не то, что как там про Леброна все знают, куда он чего пойдет, правильно? Про Тома Брейди то же самое. То есть это, не знаю, как-то тяжело, то есть он не такой хайповый. Так это ладно, а в России же все равно все суперзвезды. Мы суперзвезды, а кто что высказывался до этого про какую-то ситуацию? Никогда же ничего не Это из ряда вон. Да, и даже примеры есть, видишь, даже примеры уже в тоталитарном государстве Россия, есть примеры вот такой отраслевой какой-то борьбы, даже с успешным результатом. В 2019 году журналисты отбили Голунова, тому, которому наркоту подбросили, а артисты отбили актера Устинова. Ну, сейчас уже ничего не отобьешь. Федотов вернулся спустя год и подписал контракт. Для тех, кто не понимает контекст, у человека было предложение из Филадельфии Флайерс. Ну, не предложение, у него контракт. То есть его ждут на работу в Филадельфию в любой момент. У него подписанный контракт в Филадельфии. Да. Он может уезжать там в любой момент, как только Его не ждут, он обязан уехать, потому что у него подписанный контракт. Чтобы перейти из лиги в лигу, тебе нужна трансферная карта. Это такая бумажка, которую ИИЧФ дает тебе. То есть, когда я уезжал с ЦСКА в Лондон, мы привозили карту, и ИИЧФ ее перевозит в Канаду. То есть, это типа трансферная такая карта. И она у Филадельфии. То есть, она у НХЛ. То есть просто долететь. Да. Просто добраться. Да. Но Федотов вместо этого подписывает контракт с ЦСКА и остается вместе с теми, кто, поправляй, если я не прав, в армию его и отправил. Ну да. Как на это реагирует? Запугали. Но он же выкладывал фотографию из Дубая. Откуда что знаешь, что, может, ему там родителям сказали? То есть ты же знаешь, как все работает. Запугать любого можно. Я уверен. Как ты отреагировал, когда увидел ЦСКА, выходящая на раскатку с буквой Z на футболках? Я пытался найти фотку, я не нашел что-то. На Спортстру прям полностью фотку не выложили. Нет, там большой материал был прямо про это. Центральный клуб Красной Армии. Как ты реагируешь на это как воспитанник? Да ужас. Ужас. Ну что, мы не знаем, кто ЦСКА руководит, что ли? Роснефть. Тебе ответ на этот вопрос. Пропаганда везде. Что? Как ты думаешь, у кого-то был выбор не надеть это из игроков? Да нет, конечно. Им сказали, что если там кто-то выпендрился, то сказали до свидания. Заболеть? Уезжает. Ну да, и поедет на... А заболеть можно было? На Донбасс поедет. Ну окей. Это же на одном матче было, как не я понимаю. оденет он раз, не оденет он два. То есть там 2 года назад, когда война началась, у них там были товарищеские игры, там было написано: мы поддерживаем нашего президента, прямо большими буквами за скамейкой. Ну, то есть это смех. Это просто смешно. Когда забрили в армию Федотова, Кирилл Капризов то ли спешно уехал из России, то ли не приехал в Россию. И менеджмент клуба, за которого он играет,
очень сильно переживал, чтобы вот заполучить его поскорее в Америку, и точно, чтобы он точно не попал в похожую ситуацию. Он уехал из России, но у него не было американской визы. И он ее получал в Дубае, да. И поэтому клуб переживал чуть-чуть. Он уехал из-за армии. Как я понял, да. Ну, Капризов — это прям суперзвезда. Но сейчас, я думаю, он мой любимый хоккеист из русских сейчас. Если выбирать одного, понятно, Кучерова там. Кучеров — это Кучеров, но Кучеров чуть-чуть подустал, хочется молодых больше. Кучеров уже много выиграл. Но Каприз лучший сейчас. То есть, если смотреть, насколько другие с кем играют, а с кем Капризов играет, и сколько он очков набирает. Если бы у него были хорошие партнеры, то еще бы круче было бы. То есть система готова была перемолоть даже, просто супер-пупер звезду. Как я понимаю, да. Этим летом он, как я понимаю, не возвращался в Россию. Нет. Тут со мной катается, да. Моя цель — доехать до ворот, И забить, бросить. Давай. и все. Давай. И собираемся. Давайте, финализируем. Бля! Ну что проще? Нет, вторая попытка. Надо еще раз. Иди забей ее. Давай, давай, давай. Я боялся, что не заторможу. Ты сильно не бросай. Да. Спасибо, тренер. Не за что. Спасибо. Традиция Майами, что здания называют названиями. Да. Как дом называется? Порше. Порш. Да. А как называется дом, где у Месси квартира? Вместе все говорят Порше, но я знаю, потому что у меня друзья реалстейтом занимаются. То есть в Регале он купил 2 этажа, и он там живет. Это правда, что машина поднимается прямо на этаж? В Порше есть парковка, да, прямо на этаже. Еще одно здание там есть черное, оно Мус называется, там тоже можно парковаться. Да, то есть у тебя такой гаражик, принадлежит тебе квартира, и у тебя там машина стоит. Ты живешь на 23-м этаже, например. Ну, ты можешь на 50-м жить, да, то есть Окей, поднимается, и туда машина вот так вот поднимается? Да, и ты в лифт заезжаешь, тебя опускают, и ты выезжаешь. Прикольно, но как-то непрактично. Он такой, не очень семейное здание, такое оно более А сколько холостяцкое. времени может занять, чтобы... Не, быстро, то есть быстро, там 5-7 минут спуститься, да. Сколько здесь стоит снимать квартиру? За сколько снимаете вы? Ну, мы снимаем дорогую квартиру на пляже, $10 000. больше. А так, однушку очень хорошую, там, в хорошем здании, с хорошим, там, с бассейном, залом, со всеми, с паркингом, я думаю, в округе 2,5, там, 2200 ты найдешь. Недалеко от пляжа, то есть где-то 5 минут ехать до пляжа, да. Когда мы тренировались, ты произнес, вспоминали какого-то бейсболиста, который тоже приходит на тренировки, и первое, что ты произнес, сколько он зарабатывает. Я правильно понимаю, что в американском спорте разговор про зарплату спортсмена — это не столько интересно пересчитать чьи-то деньги, а это просто показатель его мастерства. Да, 100%. Как правило, это неразрывно связано. Да, ну потому что это публичная информация, ты можешь Google открыть, и ты знаешь, сколько себя получают. Твоя годовая зарплата $3 750 000. Да. Сколько у тебя уходит на налоги из этого? Где-то чистыми я забираю в Канаде 2600, 2,5. Американских, мы получаем зарплату в американских. Да, то есть плюс в Канаде играть, потому что в Канаде доллар на доллар все стоит, и получает жизнь дешевле на 20%, потому что разница 20% между долларами. То есть это хороший плюс в Канаде жить, да, потому что идешь там продуктовый, молоко стоит столько же, сколько в Америке, но доллар на доллар. В КХЛ, в российском чемпионате, у большинства игроков и зарплата, и бонусы. Ну да. Ну, типа за результат. Да. В НХЛ же бонусов практически нет. Бонусы только у новичков или у кого 35 плюс возраст. А у тебя, даже если Калгари берет Кубок Стэнли, ты ту же самую зарплату получаешь? Ну, за Кубок Стэнли тебе дают бонус всей команде. Просто за личную статистику нет? Нету такого. Это нельзя. Это в правилах написано, Конституция лиги. Перед последними выборами Путина в 2018 году, которые были, Александр Овечкин организовал такую штуку, как Путин Тим. Звали ли тебя в нее? Нет, слава богу.
А как ты думаешь, учитывая, что это был 2017 год, ты мог в нем оказаться? Не, я уже понимал, что, наверное, в 15-м, где-то в 16-м я уже понимал, что это все тухлые, беспонтовые. Языком того возраста вполне. Да, именно так и сказал, да, как раньше думал. Ты общаешься с Овечкиным? Ну, как коллеги, да. Как ты относишься к тому, что он топил за Путина все время? В его инстаграме по-прежнему стоит аватарка с Путиным. Это его мнение. Это его мнение, оно меня не касается. Это его выбор. То есть я его уважаю как одного из самых, а то не самого великого русского хоккеиста. Но мы с ним коллеги, мы с ним делим площадку. Но по политическим и по жизненным позициям мы расходимся. Это все, что я могу сказать. А какой вещи в Америке ты привыкал дольше всего? Помидоры невкусные. Помнишь, мы разговаривали? Тебе не хватает? Да, вот вкусных помидоров мне не хватает. На самом деле, у меня, не знаю, или я создан для жизни здесь, или я как-то мечтал в детстве всегда и стремился к этому, но мне это очень переход легко дался. И я с первого дня нахождения в Америке, я получаю кайф до сегодняшнего дня. Давай для тех, кто это интервью будет смотреть много людей, которые вообще не понимают, как устроен хоккей. Поэтому вот я сейчас попробую пересказать. Я даже в эпоху работы в спорте за хоккеем следил очень поверхностно. Вот, поэтому поправь, где я не прав. Ты переехал в Северную Америку в 17 лет, и ты играл за молодежный клуб канадский, Да. который называется «Лондон». Да. И ты рубился, то есть твое становление проходило не в низших лигах, не в системах больших российских клубов, а в Северной Америке. Ты пробивался там, даже несмотря на то, что всегда была возможность уехать в Россию. Ну да. В Россию была возможность уехать на большие деньги. Но изначально, то есть даже когда я в Лондон приезжал, у меня на столе ЦСКА контракт на 9 миллионов рублей лежал в тот момент. год? В 17 лет, да. То есть это очень большие деньги были. То есть 17 лет ты мог Это получать максималка для первого контракта, да, была. 700-800 тысяч рублей в месяц. 900, ну получается, потому что 10 месяцев платят в России. Ага. Какая там была зарплата? $250 в неделю. Но ты жил в канадской семье, тебе за еду все платили, возили тебя ребята, то есть тебя... Ну, то есть, по сути, это такая история, что на карманные деньги. Ну, запахавать, да. Да. Тебе приходилось бороться с вот этим решением, с этим выбором? Когда... Ну, нет. То есть у меня мечта в НХЛ была, я знал, что меня на драфте в следующем году в первом раунде выберут, и потом уже будет шанс попасть сразу в команду. И мне как раз подфартило то, что я попал в Баффало. Достаточно не очень сильная команда была, и Поэтому есть возможность играть. Да, я первый год, даже 18 лет, меня в 16-м сдрафтовали, то есть когда в 16-м драфтуют, ты там еще пару лет тебя отправляют в юниорку доигрывать. Драфт — это такая история, когда лучших хоккеистов мира, со всего мира выбирает американские клубы. Команда, и ты принадлежишь этой команде до 27 лет. Да. Но не обязательно, что ты за нее играешь после этого. Нет, то есть выбирают первые 2 года, есть у них опция тебя отправить назад в юниорскую команду, а после этого у них есть опция тебя отправить во вторую команду. А еще есть опция уехать на свою родину играть. Да, сейчас делают так ребята, да. Да, всегда так делали. Но они уезжают, но они все равно хотят в НХЛ. Да, разумеется. Для тех, кто тоже не поймет. Чем так тебя манила НХЛ? Ну, это лучшая лига в мире. То есть я думаю, что это очень простой вопрос и ответ. То есть любой хоккеист, который занимается хоккеем, мечтает выиграть Кубок Стэнли. И кто говорит, что Олимпиада лучше, это они врут. Ну, Олимпиада, когда все собираются. Это... Нет. Кубок Стэнли намного круче и намного тяжелее выиграть. Ну, то, что тяжелее, да, я понимаю. И ты это понимал 18-летним пацаном? Да, но мне нравилась культура, мне нравился хоккей, мне все нравилось. То есть я такой легко ко всему адаптируюсь. Очень легко адаптируюсь, очень не стесняюсь, как ты заметил, и всегда нахожусь с кем-то язык. Я даже приехал в Канаду, я по-английски особо не говорил. То есть, да, там, понятно, школьная программа базовая, ты знаешь слова, но ты не можешь их соединить. Но американский язык легкий, тебе 500 слов нужно, чтобы тебе объясниться. То есть мне понадобилось 3 месяца, я давал интервью лайв на телевизоре в Лондоне. Как ты думаешь, если бы ты не уехал, а остался в России и играл в КХЛ, ты бы сейчас поддерживал войну?
Ну, знаешь поговорку русскую? Если бы у бабушки... Путин ее любит очень. Ну, да, согласен. Нельзя ее больше говорить. Плохая, колхозная. Но... Да я не знаю, ну, правда, если бы, то есть можно пригуда... Ну не, это не про сослагательное наклонение, а про рефлексию, про Как бы анализ. я понимаю то, что всем нужно кормить свою семью. И ребята, которые играют в КХЛ там, и одевают майки с буквой «З», то есть они все равно думают в основном о своей семье. Вот есть ребята, которые не получилось здесь, и у них никогда не получится больше здесь. А КХЛ — это вторая лига в мире. И по деньгам, и по уровню, правильно? То есть им все равно хочется заниматься своим любимым делом, но и получать за это деньги, чтобы тебе хватило на семью, на детей, на всех, правильно? Я уверен, что много из ребят там, из ЦСКА, кто это все не поддерживает. Конечно, они об этом никогда не скажут. Много ребят из СКА, кто это все не поддерживает. И, конечно, они об этом никогда не скажут. Но, к сожалению, мир таков, что люди наступают на свои моральные принципы, чтобы прокормить семью. У них нет другой возможности. Ты задавал себе вопрос, если бы ты был в других ситуациях, профессиональной и финансовой, ты бы наступил? Только без патетики, честно. Я бы не... Ну, это тяжело. Но как ты можешь за этим думаться? То есть я в другой ситуации, я в другой финансовой ситуации. И, надеюсь, я заработаю денег, когда мне хватит до конца жизни. То есть я надеюсь, у меня еще там 7-8 лет карьеры впереди. То есть такие цели. И как бы я не могу себя поставить, если бы я играл в России, если бы я не был достаточно хорошим хоккеистом, чтобы попадать в НХЛ, играл бы я в России. То есть я не могу ответить на этот вопрос. Может быть, если бы я варился в России постоянно и слушал вот это, и нагнетание, и там у меня друзья были из всяких силовых структур, ОПГ и т.д. и т.п., то, может быть, они мне показали бы жизнь, и меня бы занесло куда-то в другое место, правильно? Ну, я про это и спрашивал, про анализ, что не оправдывая, а что действительно среда обитания, ну, это привилегия, 100%. к сожалению. 100%. Мне повезло, что мне получилось попасть в НХЛ, потому что, если посмотреть там, я даже вникался в Америке, из американских детей процент попадания в НХЛ, вот ты начинаешь хоккеем заниматься, 0,0000073. Это американских. Только американских. У канадских он выше. Ниже, потому что больше детей. Но больше попадает. Статистически больше канадцев или американцев? Там, канадцев в НХЛ там что-то в районе 50%, американцев 30%. Но их больше занимается. Да, намного, потому что в Канаде там любого ребенка, любого пола сразу на коньки ставят, да. Это арена Майами Хит. Да, я туда постоянно хожу на баскет. Финалисты NBA этого сезона. Красавцы, да. Тебе нравится баскет? Да, я за Майами топлю. Раньше за Денвер, и так Ты не вовремя уехал. попалось, да, когда в финале они играли, но я все равно последние где-то 3-4 года начал очень следить за Майами и фанател, и постоянно игры смотрю по телевизору, мне нравится. Да. А как ты себя вел на финале, когда играл в Майами? Не, я за Майами. И причем мне такой кайф, я так эмоционально, я кричу, ты что, я там факи показываю. И у тебя на номерах эмблема Майами Хит, да. Это твоя машина? Когда Бостон играл, то есть Бостон болельщики, они такие прям американцы за свою команду Die Hard, прям такие спартаковцы. И тут были стычки постоянно, то есть тут нормально послать нафиг друг друга. Ну, то прямо так, типа, перед лицом. Не дерутся, но стычки. Ого. А это просто бар на... На воде, да, ты садишься, и тебя катают, и ты там бухаешь. Прикольно. А кто-то крутит педали или он на чем-то другом? Не, он, видишь, моторчик сзади, 15-кубовый. Вот это топ! Просто охренеть. Это ламба. Ее можно снять. Это снимают. Арендовать, да? Да. Блин. Вот можешь мне объяснить, мы сейчас едем, и тут везде как бы едут, все машут, музло наедут. Чего они все так кайфуют? Ну, праздник, все отдыхают. Сегодня Labor Day. Ну и плюс тут в стране все хорошо, тут люди получают удовольствие от жизни. То есть они настроили козни России и теперь отдыхают? Да им насрать вообще на Россию, причем здесь, что кто-то переживает, что ли, Россия тут
90% не знает, где она находится. А в телеке по-другому говорят у нас. Да, ну у нас много чего в телеке говорят. Гольф-клуб. Ты еще и с этой клюшкой играешь. Ну, иногда, да. Почему ты это полюбил? Все ребята играют. И прикольно, не знаю, то есть это как-то такое классное провождение времени свободного. Спорт и релакс вместе, и повеселиться, и выпить можно, и хорошо время провести. И на природе. А спорт, ну, это требует подготовки спортивной? Ну да, то есть как бы... Немножко с предубеждениями это спросил, но нет, это любопытство. То есть у профессиональных гольфистов у них постоянные травмы, да, спинные операции, там, колени, то есть даже на Тайгера Вудса посмотреть, сколько ему понадобилось восстановить. Понятно, он там в аварию попал, но до этого-то у него проблемы с спиной были. То есть это полноценный спорт. Да, конечно, он не такой спорт, как хоккей, футбол, баскетбол. Понятно, что там есть и взрослые игроки, которым больше 50, есть с пузиками. Но в бейсболе тоже с пузиками есть и нормально играют. И футболисты тоже с пузиками есть, которые защищают квотербека. То есть это чуть-чуть другое. И я думаю, что это самый тяжелый спорт, который я пробовал когда-то в жизни. Потому что 18 лунок, дается тебе 70 или 72 удара, чтобы забить все 18 лунок. То есть в среднем по 4 на каждую лунку. Есть, которые лунки длиннее. Ну, ты можешь прогуглить это. То есть там за 5 ударов, некоторые, которые короче, за 3 удара. Так. Вот на котором мы стоим 4. И то есть постоянно нужно быть сосредоточенным на протяжении 4 часов. Ты не можешь допустить ошибку. Если ты один плохой удар сделаешь, то у тебя мяч может улететь куда-то, и у тебя весь раунд в ноль уйдет. В песок, например. Ну, из песка легко выбивать. То есть, если ты научишься с песка недалеко, я имею в виду в кусты, и ты не найдешь мяч, и тебе придется новый бросать, а это дополнительный удар штрафа. То есть, там есть такие нюансы. Ты говорил, что это еще очень крутое место для бизнес-переговоров. Ну да, то есть в Америке это считается такой спорт старых денег. Какая встреча в офисе может длиться 4 часа? То есть, если ты хочешь заключить с кем-то сделку, тебе никто не даст 4 часа своего времени, чтобы ты ему рассказал, а тут ты... Можешь и играть, и чирикать по делу. Да, это все так и делают в Америке, да. А все время о деньгах здесь думают, да? Ну, мы же... Я думаю, да, капитализм все-таки. С улицы сюда не прийти. Нет, ты можешь мембершип купить. Сколько он стоит? Сейчас 110 тысяч. Это только мембершип? Только вступить, да. И где-то там от возраста зависит где-то $1000 в месяц. О, понятно. То есть 110 — это входной билет? Да. Когда я заходил, было намного меньше. Плюс мне скидку хорошую сделали. У меня там, да, номер 18. Вот. Прикольно, когда мне давали, свободных особо не было, и это был шкафчик Уилл Смита. Но когда его закенсили, менеджер такой подошла, она такая, ну и он все равно из дома не выходит, она с утра, короче, поставила мою. А закенсили после этого? Да, да. Его же никуда больше не приглашают. Но она так пошутила, да. Подожди, а там, по-моему, разве такая большая Ну, канцелярия? я не знаю. Я не вникался в этот момент, да. Ну, короче, вместо Уилл Смита Никиту поставили. А у тебя есть ключ от нее? Да. У меня под ковриком как... Подожди, а он же тут... Если что, это не постоянно. Это не в смысле мы переместились? Ну, у меня там ничего дорогого нет. У меня то есть 4 обуви, тут пару перчаток. И... О! Чего? Одобряю. Adidas? Ну, конечно, хорошие, Стэн Смиты. Вот, да. Они для гольфа специально. То есть, они для этого сделаны? Да. А почему 4 пары? Не знаю, я какие-то натирали, вот эти проскальзывают постоянно. Некоторые, вот это при сухой погоде, это при мокрой погоде. Ну, короче, да. Так, а вот это? Ну, это типа, у меня новые клюшки пришли, это такое... Насадка, на клюшки. Тут дополнительные перчатки, когда они стираются, то есть я меняю. Вот эти белые, они быстро расходятся, то есть 3-4, особенно во Флориде погода такая очень мокрая, а вот эти долго держатся. Они не стираются? Вот это лучше, но они стираются, то есть ладошка протирается в дырке. Понятно, то есть это не в смысле то, что можно много раз использовать? Да. Ну тогда понятно, да, что ты ключик держишь. Да, у меня тут много у кого там всякие вина, сигары, то есть есть такое, да. Или одежда какая-то, переодевалка. А
Вот признайся, когда отдирали логотип Уилла Смита, и ты... вот о чем ты думал? Ну, Чувак, который теперь вырос в Химарях. Теперь у меня есть история, Только об этом. которую я расскажу. Да нет, ну а что такого? Не бьет в голову какое-то такое не пошлое слово, синоним звездной болезни вставить? У меня ее не было никогда. Мне так кажется. Если даже когда-то бывает, мне жена сразу это опускает на землю. Да? Чуть-чуть, да. Что говорит? Ну, говорит, проснись. Ну, как бы, с чего у меня? Я не звезда НХЛ, я не звезда какого-то российского хоккея. Простой, нормальный, надеюсь, защитник, домосед. Иногда голы забиваю, а так особо ничего такого нет во мне. Сейчас Юра скажет, то это интересно. Его называют мистер Хоккей. Это Горди Холл? Да. Ну, вот, Я не прочитал, я честно не прочитал. да. А где здесь прочитать? Холл, ну вот в самом начале, Холл. Холл now greatest scorer of all time. Не, я честно не Да. видел. Нет, у меня был просто как бы это Да, он единственный до вариант. 54 лет играл. Да. вообще. Я недавно зашел в ленту sports.ru Сергея Федорова посмотреть, что он думает и что он говорит про происходящее в мире. И, если честно, я охренел. Я охренел, потому что я слышу это все от человека, который сбежал, ну, во-первых, был выдающимся хоккеистом. Поправь, если ты не согласен. Согласен. А во-вторых, хоккеистом, который сбежал, буквально сбежал, здесь появится титр с объяснением, из Советского Союза в НХЛ. А сейчас вся его риторика, она абсолютно неосоветская. Как ты относишься к тому, что он говорит? Ну, негативно, конечно. Как бы тоже в шоке был. Все равно кумир, то есть с детства я всегда, в детстве там русская пятерка для всех русских игроков, которые там в 90-х родились, я думаю, это было что-то заоблачное. И болел всегда за Детройт в детстве, то есть как бы объяснение одно, когда человек крутится в этой системе столько долго, уже некуда деваться, или меняются мнения какое-то, или что-то другое. То есть это к нему вопросы больше. Почему, зачем? Как бы много наших старых ветеранов, которые непонятно, что говорят, непонятно, что пишут, так что там только можно пальцем каждого тыкать. Я правильно понимаю, что большую часть капитала, которую Сергей Федоров за карьеру заработал, он ее лишился из-за каких-то неудачных инвестиций? Ну, я как слышал, да, там агент куда-то инвестировал, это обанкротилось, да. Чуть ли не весь заработок за карьеру. Ну, очень много, да, там в районе 50 миллионов, как я слышал, да. Инвестируешь ли ты как-то? И насколько вероятно, что тебе придется также менять риторику из-за того, что распорядишься капиталом неверно? Да блин, ну не придется, надеюсь. Да не, ну куда? Это себе на горло наступает, конечно, не придется. Я не такой человек. Буду за 5000 в месяц работать, и нормально хватит прожить. Ты говорил, что очень сложно не найти работу на $5000 в Майами. Ну в Майами, если ты, да, пятерку в месяц не зарабатываешь, то ты лентяй точно. Мы сейчас про любую простую работу говорим. Ну, да. руками. Ну чем хочешь, да, то есть крутиться можно. Так, звучит красиво, но ты себя представляешь живущим на $5000? Ну нет, поэтому у меня умный агент, у меня умные инвесторы, financial person, то есть надеюсь, я в хоккей буду еще лучше играть, чтобы больше контракт подписать, и надеюсь, до конца жизни хватит моей инвестиции. Ты же видел, как Путин играет в хоккей? Пытается, ну Что ты думаешь об этом? да. То, что там все разъезжаются перед ним? Да. Ну, да, разъезжаются. Вдруг, если не разъедешь, он обидится. Про Барака Обаму был текст в Vanity Fair, кажется, большой фичер, и там было в том числе про его любовь к баскетболу. Он большой фанат, как я понимаю. И там рассказывалось, что ему же надо с кем-то играть. И он тоже зовет таких-то людей. Вот. Не с улицы, но какая-то компания друзей или приятелей, знакомых. И там, по крайней мере, так написано в тексте, было правило, что если кто-то поддается, его на следующий матч не зовут. Ну, да. И вот меня это удивило, когда я смотрел вот эти вот легендарные... Ну, Трамп очень хороший игрок в гольф. То есть он, это называется скратч, то есть, значит, у тебя even par, то есть мне до него 10 ударов. То есть он на 10 ударов в среднем меньше заканчивает, чем я. Ему 75 лет. Ага. И он выигрывает постоянно, у него свои
чемпионаты, но там участвуют люди 50+, и он их постоянно выиграет на своем гольф-поле. И все говорят, то есть кто с ним играли, все говорят, что он никогда не мухлюет и ничего, и он играет по правилам. Ты пригласил нас покататься на яхте по Майами и окраинам. Но давай уточним, это не твоя яхта. Нет, конечно, нет. Ты думал о яхте? Ну, когда-нибудь хотелось бы, да. Ну, да, я думаю, жизнь в Майами без яхты — это как-то не жизнь Майами. Это яхта твоих друзей? Ну, можно сказать так, да, лучших. И я просто тут послушал, что вот обслуживание яхты может стоить и 300, и 400 тысяч долларов в год. У меня такая большая не нужна лично. То есть у меня пару детей, жена, собаки, чтобы поместились. Так можно, я думаю, какую-нибудь прикольную, там, с одной, с двумя каютами. Там и за 500 000 найти подержанную. Так, а платить за нее? Ну, надо работать. Нет, имеется в виду... Ну я не знаю, сколько обслуживания, я не углублялся, но намного меньше, чем здесь. 100%, да. 60% твоей зарплаты отдаются финансисту, который их раскидывает который инвестирует. Эта схема придумана агентом твоим. Да, то есть Дэн нас свел с финансистом из Bank of America, да, Merrill Lynch. Ты говорил, что примерно 80-90 хоккеистов НХЛ так здесь работает. Да, у всех, то есть финансисты свои личные, они инвестируют их деньги. Цель такая, чтобы когда ты закончил карьеру, у тебя приумножилось то, что ты заработал. Ну, цель такая, то, что, да, ты просто живешь на те дивиденды, которые у тебя будут капать с маркета. Но это одна из инвестиций. То есть чем больше у тебя денег, тем больше у тебя возможностей вложить в какие-то другие бизнесы. Но он вкладывает в фондовый рынок. Ну, фондовый рынок просто самый легкий, он самый больше всего отдается за последние 40 лет, если посмотреть в Америке. То есть недвижка, она все равно туда-сюда, плюс там кризис был в 2008 году. Ну, да. Когда маркет упал недвижками. Но сейчас недвижимость, допустим, в некоторых штатах, она очень растет, и как бы я в это тоже вкладываюсь. Он вкладывает? Да. И ты вообще не следишь куда? Ну, я слежу. Мне интересно, я слежу. 99% хоккеистов не следят. А уже настал момент, когда проценты от того, что ты вложил, позволяют тебе Нет. на них жить? Нет, не настал. Нужно еще поиграть. То есть это Холовер парк, и вот здесь такое мель, где все собираются, и они там тусуются во все праздники, выходные, то есть Это постоянно. выглядит просто как вот люди на пляже, у них зонтики и лежаки, Ну да. а здесь У яхточки. кого лодки, да. Да, и там на песке, а здесь на воде. Да. Вот. Очень, очень мило. Совсем рядом, за мостом, дом Иглесиасов. Да. Энрике и Анна Курникова живут вот там? Я не знаю, мне кажется, там просто отец живет, а они, я не знаю. Но я знаю, что там Хулио живет, да. Да. Что за соседний дом? Это владелец Philadelphia Eagles, НФЛ команды. Это футбол Да, американский? они сейчас, вот, когда Супербол играли в этом году, у него там прикольно много арт-коллекции, такие всякие статуи перед домом и сзади дома. Очень, говорят, дорогие коллекция. Типа $1 миллион. Ну да, там да, больше, да. Сколько может стоить такой дом? На том, это, наверное, самый крутой остров в Майами, один из самых крутых прямо мест реал-эстейтных. Участок, я знаю, Том Брейди там сейчас дом строит, он там купил участок за 25 миллионов. И еще, по-моему, 25 миллионов стройка у него. Но участок, он там 3 акра на воде, то есть очень большой участок. Еще ты говорил про деревья. Да, вот эти большие деревья такие, старые, гигантские, их прикольно мне рассказали историю, я там в гольф играл, что их переносят. То есть человек строит дом, хочет дерево сохранить, но у него по проекту там дом, где дерево сейчас стоит, и он его переносит чуть-чуть в другое место. По 150 тысяч есть компании, которые переносят деревья. Да. Огромные тракторы приходят, выкапывают все корни, его поднимают, переносят, закапывают заново. 150 тысяч за дерево? Да, чтобы дерево перенести, да. А переносят они вот как пересаживают цветок, Ну да, только это огромное, ему там по 200 лет, да. И это краном, видимо, делается. Ну я не видел ни разу, но, как говорят, да. По тебе можно в целом географию Северной Америки изучать, потому где ты играл. Это хорошо или плохо? Для карьеры, мне кажется, это скорее плохо. Это называется, да, suitcase у нас называется. Чемодан? Ну да, travel постоянно. Это когда игрок там больше 4-5 команд поменял, его, если хотят обозвать на льду, говорят, fucking suitcase, да. Смотри, вот это тоже меня интересовало всегда в контексте наших спортсменов американских лиг.
Вот ты же вообще никак не можешь планировать там свою жизнь на годы вперед. Ну нет, конечно. А у вас же еще есть обмены, которые чуть ли не Ну, без хоть вашей сегодня, воли. Хоть сейчас, да. То есть тебе теоретически могут позвонить, кто это рассказал, то ли Мозгов, то ли Хряпа, кажется, что он засыпал игроком, там, условно, Чикаго, а Ну, просыпался... у меня также в Баффало было. А как это выглядит? Ну, Вот. мы поженились с женой, мы поехали на Мальдивы на свадебное путешествие, я заснул, и я просыпаюсь в 6 утра, у меня пропущены от Джо Сайкика и Патрика Руа. Это Меня в Колорадо менеджер обменяли. Колорадо, да? Ну, генеральный менеджер и тренер, да. И меня обменяли в Колорадо из Баффало на драфте. А тебя не спрашивают при этом? Ну нет, конечно, да. То есть, и причем Баффало говорила, что я в ноу-трейде, они меня никогда не обменяют, хотят оставить, но им предложили хорошее предложение за меня, походу. Слушай, ну это же абсолютная история, когда твоей волей не интересуются и твоим желанием. Нет, тут нет такого, как в футболе, тебе нужно там контракт согласовывать, такого нет. Не, ну деньги окей, допустим... Да, там- но это останавливает правильно трейды иногда, обмены. То есть, если ты команда сговорилась с командой, а ты не досогласовал контракт с командой, то тогда трансфер срывается. А у нас такого нет. Но тебя никто не спрашивал Никто не про то, спрашивает. хочешь ты жить в Никто не в Колорадо, спрашивает. играть за Молодой Колорадо? пацан, никто не спрашивает, да. Если, окей, есть в НХЛ такой русский фактор чуть-чуть, то, что ты можешь спекулировать, ты типа, если ты не хочешь в эту команду ехать, то есть у тебя агент говорит генеральному менеджеру, типа, не вздумай меня менять туда, типа, он поедет в КХЛ, если ты обменяешь. И тогда так. команды забоятся это делать. О, Такое хорошо. есть. Это шантаж фактически. Это шантаж есть, да. Но это бизнес, да. Я послушаю здесь про бизнес и просто... Это Америка, это капитализм. Так, значит, русский фактор, со всеми остальными так не работает. Нет. Блин, ну а как? Ну ты же, получается, вообще твоя судьба от тебя не зависит, как минимум на ближайшие годы. Ну ты не хочешь жить в Денвере. Ну а что ты например. сделаешь? Ну, скажешь об этом, попробуешь договориться, скажешь, чуваки, Не, ну я ты- готов играть на Ну благо. нет, ну ты можешь договориться, то есть есть генеральные менеджеры, которые идут тебе, но если там нету больше вариантов, и есть один вариант, куда ты не хочешь, их тебя, конечно, обменяют. Это все бизнес, тут никто не пойдет тебе никакие уступки договариваться, там, сюсюкаться с тобой. Не, ну если человек сильно не хочет в конкретную команду, то это все-таки может повлиять. Ну окей, но с чего он не хочет туда? Тренер, с которым не сложились отношения. Ну то туда тебя не обменяют с тренером куда-то. Окей. Так не хочет бывает. жить в городе, как Калгари, например, где зимой минус 30. Ну, окей, ну и что? Тебя никто слушать не будет. Придется жить. Хочешь в НХЛ играть, будешь жить. И все это принимают. Ну, конечно. Ну, да на твое место еще 25 найдут. Вот это объяснение. Да, я тебе приведу пример. Там Дима Куликов в том году, он в Миннесоте был, они там уже нашли там, школу детям. Только первый день пошли в школу, его там через день обменивают в Анахайм. Или там у нас было ребята, что они дом купили, и там через неделю тебя обменивают. Ты только дом купил, только закрыл сделку. Да, то есть такое тоже бывает. Обалдеть. Бедные дети. Ну, дети-то вообще у нас, да, путешественники. У нас у дочки спросил старший, ты вообще откуда? Она тебе не ответит. Но у них еще, по крайней мере, крепких дружеских связей. А прикинь-ка, они начнутся. Ну, они не могут быть, если у тебя папа хоккеист. Я тебя в шлепках увидел. И, пардон за такое деликатное наблюдение, вот, я увидел, как твои пятки выглядят. Ты можешь показать, или это не очень красиво с моей стороны? Да. Блин. И на второй такой же, да? Да, то же самое. А это волдыри? Ну, это не волдыри, это типа такие наростки. На топтыше? На топтыше, типа как такие большие мозоли от коньков. Да, это у всех, ну, у большинства хоккеистов не у всех, но у меня такое с детства было, да. И он не проходит? Не в смысле воспалился? Ну, если когда я кататься перестану, тогда пройдет. Ага. А постоянно у тебя нога в коньках. А мешает жить? Нет. Ну, размер обуви на размер больше. Из-за этого ты на размер... Ну, там всякие задники мало подходят. У меня так большая нога, тяжело что-то найти, а так еще. А еще ты палец показывал, что от Ну запихивания... да, то есть кровь переступает, туда уж кровь не походит, тут такая мертвая кожа. Это от затяжки коньков всегда. Мы понимаем, что сотни тысяч людей из России уехали из-за войны. Когда я слышал от нескольких людей, и, возможно, я даже разделяю это мнение, ну, этот подход, почему люди не выбирали Штаты и Великобританию. Они говорят, ну, Лондон конкретно, Да. они говорили, что в этих местах ты всегда должен думать о деньгах. Ты не можешь там жить без там, заработка, допустим, если ты его потерял, у тебя должен быть такого размера загашник, которого в целом там, даже у
успешных людей из России нет. Ну да. И поэтому они выбирали какие-то другие Но страны. Америка не для всех. Вот, И как ты это так же, воспринимаешь? как и Европа для всех. То есть, На тебя не давлеет история про... как бы, Америка для меня, она, я считаю, что мне подходит, и я подхожу ей. То есть, для меня это движет, вот эта, знаешь, жизнь. Ты видишь вот это вот успешных людей каждый день, мне кажется, это еще тебя больше подзадоривает, чтобы пинок под зад, чтобы ты еще больше старался и чего-то добиться. Мне это нравится. Есть люди, которые не хватает талантов или они недостаточно одаренные, то для них нормально простая жизнь, как в некоторых европейских странах, то есть спокойная социалистическая жизнь, правильно? А если ты хочешь добиться там очень больших высот, то Америка идеальная страна для этого, потому что тут нет лимита успеху. Ну, то есть вот этот вайб вечного соперничества, он твой? Ну, конечно, мне кажется, поэтому я и в хоккее занимаюсь, потому что я кайф от этого получаю. Это постоянное соперничество, постоянно какой-то компетишн. Это тебя двигает жизнь. Для чего еще жить? Понятно, что для семьи, для детей, но именно чтобы самореализовываться, индивидуальностью быть каким-то, то нужно использовать свой талант на полную катушку, мне так кажется. Когда ты впервые сыграл за сборную России на большом турнире? Ну, в Братиславе. В 2019 году. Какие у тебя были впечатления? Кайф. То есть это все равно мечта сыграть за сборную. Я думаю, как бы это любого хоккеиста одеть майку своей страны. Знаю, я все равно гордился. То, что мы представляли на льду, и то, что моя фамилия на майке, но не гордишься страной, знаешь. Ну, не страной, государством страны. Поправка. Да, то есть за флаг, за родину, да, 100% это кайф играть. Мне всегда было интересно, ты просто первый хоккеист, с которым я общаюсь. Нет отношения к чемпионату мира как к хоккейному, как к неполноценному турниру? Потому что, я объясню тем, кто не в курсе, чемпионат мира в хоккее устроен таким образом, что он идет в разгар плей-офф НХЛ. Да. Есть футбольный чемпионат мира, он проходит раз в 4 года, и о нем еще раз в 4 года чемпионат Европы. Это турниры, о которых лучшие футболисты мира мечтают, думают, вся подготовка сезона посвящена им, и туда все съезжаются, и весь мир на это смотрит и кайфует. В хоккее чемпионат мира каждый год, он проходит в разгар плей-офф, когда все лучшие заняты, и приезжают только те, кто вылетел в плей-офф. И вот мне всегда было интересно, что по мотивации? Когда ты едешь и понимаешь, что там не будет лучше. Ты за страну играешь, мотивация сумасшедшая. То есть ты как бы... Я думаю, если ты играешь на таком уровне, на котором ты ненавидишь поигрывать, и тебя это движет. Даже То есть ты хочешь выиграть... Я, не знаю, там, с женой в домино играю, я выиграть хочу. То есть у меня это везде в жизни. То есть ты хочешь... То есть я не умею вообще ни в чем проигрывать, да. И бесит постоянно, то есть прямо злишься. То есть ты не можешь пойти там... Я не представляю, как ты можешь пойти, одеть форму и выйти на лед и играть без эмоций. То есть, да. Даже если против тебя пацаны из Финляндии, которые, ну вот, вообще не звезды. Которые нас обыграли 1-0, да. Да, которые, как Муриньо играет, поставили автобус, говорят, да. Красную линию не переехали. Один раз за игру гол забили. Но, хорошо, то, что играть, я понимаю, ты, правда, не выиграл, ты выиграл только, ты бронзу, получил бронзу, да. А от награды мотивация? А от награды удовлетворения? Но все равно, то есть индивидуальные вещи, допустим, хочется выиграть чемпионат мира, потому что вдруг потом выиграешь Кубок Стэнли, а потом и Олимпиаду. И то есть это круто, вот это тройное золото, правильно? Когда я захожу на ленту хоккейную sports.ru, первое, что попадается на глаза, это цитаты Романа Ротенберга. И от некоторых из них, конечно, просто ты не знаешь, смеяться или плакать.
Особенно, когда проводится какой-то очередной там товарищеский турнир или там матч с белорусами, и он рассказывает, что вся нация смотрела, сплотилась и следила, просто не отрываясь от экрана. Пропаганда работает, ну да. Что это? Ну, то есть это действительно так или нет? Да никто не смотрит, ну, конечно, нет. Ну, я не знаю, ты, мне кажется, журналисты больше про статистику этого знаешь, смотрели, не смотрели. Я думаю, никто не смотрел. Я думаю, все равно все понимают, что сейчас плачевная ситуация в нашем спорте, особенно в хоккее. Совсем с КХЛ и с Олимпиадами вообще в нашей стране. Так что, думаю, уже ниже катиться некуда. Ты играл на 2 чемпионатах мира, и одна из особенностей этих турниров в том, что руководил командой Роман Ротенберг. Да. Правда ли, что он не был тренером? Он был тим-лидером. У него даже на пуховике написано «тим-лидер». Он себе такой баджик поставил, да. Ты впервые такой видел должность в хоккее? Конечно. Ага. Ну, то есть в Америке такого нет? Да, она создана. Ему нужно запатентовать ее. Как это выглядело? Ну, колхозно, если выговаривается по-русски. То есть все вот это тренерство, подготовка, организация. Организация, то есть много денег вливается, очень много денег вливается в сборную, то есть там вообще ни на чем не экономят. Было роскошно все? Да, то есть по еде, по проживанию, по перелетам, любой каприз для семьи, для все сделали, да. Семьи? Ну да, по 2 номера, кажется, семье давали. Сборная оплачивала. А так обычно делается? Ну, в других сборных нет. И за победу платят у нас, единственной сборной. Ребята, когда выиграли в 2000... После Олимпиады Сочи, когда они в Сочи проиграли финнам в 1/8 или в 1/4, я не помню, они поехали в Минск на чемпионат мира, и там нужно было реабилитироваться для Михаила Ивановича. Это из бриллиантовой руки. Его так называют в узких кругах. Кого так называют? Путина. Ну да, у них там у каждого есть эти свои клички. Это я так выпендриваюсь. И да, то есть они выиграли чемпионат мира в Минске, им, то есть Саша Овечкин попросил Мерседес, им дали Мерседес, им еще дали по $400 000. По карте дали каждому и сказали, тебе 2 дня, чтобы снять деньги наликом. То есть все поехали в банки, там какой-то левый банк, вот этот, кремлевский. 400 кусков за победу на чемпионат мира, который там канадцы привезли 18-ю команду. 400 каждому. $. Еще раз, ты знаешь или предполагаешь? Это я знаю, это было 100%. То есть есть ребята, которые там играли, которые мне это говорили, да. Если бы тебе так дали, ты разве отказался бы? Нет. Ну ты рассказываешь сейчас с таким осуждением. Ну, я как бы... Когда тебе так дают за твои труды, ну окей, но как бы я... Если бы я это организовал, я бы такой, ну это ненормально, это вообще ненормально. Это ненормально для всего мира, это ненормально. То есть, когда ты канадцам это расскажешь, они говорят, ну, нам iPad дали. То есть, там, Нейтан Маккинон говорит, ну, я выиграл там, где он там, в Париже они выиграли, в Германии. Он говорит, ну, мне iPad дали, это нормально. Хоккей Канада. Нейтан Маккинон один из лучших игроков НХЛ сейчас. Ну, мой любимый, я считаю, что он лучший, да. Зарплаты больше $10 миллионов в год. 13, да, он получает. Да. 12,6. Но ты бы не отказался? Ну, в тот момент нет, если бы я поехал. А сейчас? Ну, я бы сейчас там и не оказался. Для меня сборная закрыта, все. Особенно после этого интервью. На тех чемпионатах мира, где был ты, Ротенберг еще пытался тренировать. Но он руководил всем. То есть все через него было. То есть у него его музыка в раздевалке. Никто не может, то есть ни Саша Овечкин, ни Малкин, никто не может подойти музыку поменять, это Ромина. Какая была? Ну, на ту, которую ты выходишь прямо перед игрой, которая должна тебя взбадривать и закалять, это «Любэ солдат». Как тебе такое? За душу берет, да? И реально под солдат? Да. 2 чемпионата мира, когда я был, она играла, да. В этой же раздевалке есть Овечкин. Он не может поменять? А там нереально. Там человек всем руководит. Так, окей, это как бы условно менеджмент, а спортивные вещи? Ну, окей, когда была Братислава, очень было много звезд, то есть ребята все равно там более собирались, там, кто там,
Женя Малкин, там, Овечкин, Ковальчук, там, сами собирались, и Кучеров, там. У нас тогда была на бумаге одна из самых сильных сборных за последние 20 лет. И мы проиграли финнам без у них ни одного игрока из НХЛ не было. Системы не было, потому что все равно очень много звезд набрали, но не было тренера, который мог систему поставить. То есть там было вообще неразбериха на собраниях, то есть вроде Воробьев тренер, но Кудашов постоянно орет, и Ротенберг там что-то свое втыкает, то есть полная неразбериха была вообще по сравнению с НХЛ, то есть в НХЛ там все по расписанию, у тебя собрание, там тренер с утра приходит, дает тебе наставления, то есть он тебе показывает там по 3 клипа другой команды, как они будут делать, то есть там вход в зону, выход в зону, средняя зона, зона нападения, какие у них сильные стороны, слабые стороны, то есть у тебя есть какое-то представление о сопернике, то есть тебя подготавливают, тебе объясняют, как у нас в НХЛ, это во всех клубах так, это база. У нас в России такого не было, то есть там типа, финны как еж стоит в средней зоне, все смеяться начинают, то есть вот такое, то есть там, просто тренеров нету. Я не знаю, насчет КХЛ есть сильные тренера, наверное, но те, которые тренера были у Романа Ротенберга, которые скашные, они всегда приезжали, те тренера СК. Там вообще системы нет, там непонятно, что творится. Подожди, а Брагин — это же тренер, который годами тренировал молодежку. Молодежка — это другой. Молодежный хоккей вообще сравнивать со взрослым нельзя. У Брагина, типа, он крутой мотиватор, он не сильный тренер. Брагина тебя настроит на игру, что ты пойдешь, убивать человека. То есть он такой прям словами берет. Ты удивился, когда Роман Ротенберг официально стал тренером? Нет. Он был неофициально, просто поменял бумажку. Теперь не тим-лидер, теперь тим-коуч, может быть. Но ты допускаешь, что он может уметь тренировать? Что это уже можно научиться? То, что он фанат хоккея, это 100%. То, что он там каждую ночь не спит и смотрит НХЛовские игры, это да, я знаю. То есть он стремится прогрессировать. Да. Ему нравится это, он горит этим. Что говорят игроки? Как я представляю, я не был в спортивных командах никогда, даже там примерно профессиональных, но мой опыт в спортивной журналистике и общение с футболистами... Футбольной журналистике. Более большое эго футбольной журналистики. В футболе вообще. В футболе? Да, чем у хоккеистов. У нас не такое эго. Но тогда просто я скажу, как я это видел там, да. А ты скажи, как работает у вас. И вот, собственно, в футболе раздевалка должна принимать тренера. Да. И если, грубо говоря, вдруг, не знаю, я почему-то подумаю, что я футбольный тренер, какое-то время там проведу с футбольными командами и приду тренировать, особенно если я буду там сыном какого-то богатого человека, меня никогда раздевалка не примет. И я не смогу эту команду к чему-то привести. Все за спиной смеются, что. То есть это смех за спиной, как бы ребята собираются, сами говорят, обговаривают, как играть. Тренера не было. Со стороны просто это выглядит, ты знаешь, когда там кто-то просит объяснить, а что вообще происходит. Это такая история про Россию в миниатюре. Конечно, то есть это все внутри. А как ты объяснишь? Или кто объяснит? Кто? Что у нас свобода слова или свободная журналистика? Или кто-то про него напишет, если он контролирует все СМИ? На sports.ru я регулярно читаю, что это просто цирк. Кто это пишет? Кто? В комментариях? Не-не-не, я найду те ссылки про то, что там мне, собственно, и объясняют. Окей, это цирк, но в хоккейном мире об этом никто не говорит, потому что то же самое, что и с Сергеем Федоровым, то есть все подсистемы сидят. Никто не будет выпендриваться, зачем это надо. То есть это мне легко говорить, я тут за океаном сижу. Твое прозвище Зи. Кто-то называл тебя Большим Зи. Сбор телегруппы, это буква. Правда, Большой Зи это все-таки Z, это Чара. Чара, да. Да. Просто Зи. И тебя даже жена Саша так называла. И есть еще кепка НЗ. С твоими инициалами. Как ты сейчас реагируешь на это? Мы смеялись, что испортили букву. Но тебя продолжают так называть. У меня где-то было «З», и меня кто-то русскоговорящий подошел и спросил, что это значит. Причем русскоговорящий из Украины. Спросил за «Z». Да, что это такое? И я сказал, это мой бренд, это моя фамилия. Да. То есть был один такой случай. Здесь? Да. По-прежнему одна из самых ярких звезд НХЛ из России — это Артемий Панарин, звезда Нью-Йорк Рейнджерс.
В 2019 году он дал сенсационное интервью Sports.ru, в котором там, чуть ли не впервые в статусе большого спортсмена рассказал про то, чем он недоволен в России. Да. Путиным в первую очередь. Да. Спустя 1,5 года, это огромный резонанс имело, спустя 1,5 года он поддержал Навального, когда Навального посадили в тюрьму после возвращения в Россию. Да. И ты репостнул этот пост тоже. Да. Через некоторое время после этого, я так понимаю, устами Андрея Назарова, такой одиозный тренер российский. Это который... тоже не он пишет. Как Кожевников за него пишет. И один журналист всегда пишет. Ты знаешь или предполагаешь? А я думаю, что ж так складно? И... Это пропаганда, это боты Пригожина. Типа из той же серии, понимаешь? Окей. Тем не менее, под именем Андрея Назарова была рассказана история десятилетней давности, на тот момент десятилетней давности, что Панарин когда-то якобы приставал к девушке в рижском отеле перед турниром, который был в Латвии. Да. Ты не веришь в эту историю? Нет. Это Евросоюз. Думаю, там бы уже бы подняли бы на уши это все, если бы это правда была. Такое, мне кажется. Ну, если бы там что-то серьезное было, приставал, я не знаю, как он приставал. Я не вникался в детали, и с Тёмой я об этом не разговаривал. Ну, ты поддержал его. Я его поддержал, да. И ты публично говорил в интервью, что ты считаешь, что это связано с тем, что он... Ну, 100%, конечно. То есть, ты думаешь, на меня после этого интервью какие-то фигни не будут придумывать? То же самое будет. Что думаешь про Панарина сейчас? Он был довольно активен несколько лет, а потом он такой целибат просто принял информационный. Ну, видишь, у него это ментал заболевание, правильно, ментальное. Зависимость от соцсетей? Ну, нет, то, что вот это у него... То, что если он сосредоточен на одной вещи, то он вообще мир не замечает. Я не знаю, как это правильно по-докторскому называется. OCD или как, я не знаю, по-английски. Но он сам об этом говорил. Ну да, то есть это... Чтобы не выглядело, как будто мы медицинскую тайну сейчас задаем. Нет, Да. он в интервью это говорил, и как бы он ушел, то есть он убрал это все, то, что его сбивает от хоккея, и он сейчас с раскладушкой ходит, да. Это правда? Да. Ты прям видел это? У него нет телефона, и пацаны по команде, я с ними разговаривал, он говорит, блин, до него не достучаться, там, если расписание меняется, ему там пишут это, знаешь, как зеленым, с айфона, да. У него Т9, как раньше на раскладушке. Стоп, а получается, его ни в одном чате нет? Он был в чате в том чате он был. У него iPad есть, где он смотрит фильмы, но iPad он дома всегда оставляет или в отеле, то есть он с ним не ходит же, с iPad. А реально в командном чате, получается... Он был там, он находился, да. Ну, это чат, который вы создали, а Да. вот в чате Нью-Йорк Рейнджерс, интересно. Нет, он не находится, да. То есть ему там, я слышал, когда Ривз там играл, он ему писал смс, если меняется там ужин или что-то такое. В целом повод позавидовать. Ну, он такой, да, русский парень. То есть ему рыбалка, баня, водочки попить. То есть такой простой русский пацан, да. Ему не хватает, я думаю, родины, по его словам, и как бы поэтому политика у него ушла там на 18-й план, и он просто фокусируется на своей жизни. Но он при этом по-прежнему в порядке, как игрок. Игрок? Да. Ну да, он самый одаренный, умный игрок наш, русский, я думаю. Самая светлая голова. Вот здесь появляются фотографии того, как ты ходишь про твоих костюмов приталенных. Ты много раз про это поговорил, но с момента последнего интервью появилась неожиданная деталь. Сергачев из Тампа Бэй, говоря о стиле, сказал, что я не Задоров, который может шить себе костюм по $15 тысяч. А действительно это может стоить $15 тысяч? Ну нет, Сергачев сморозил ерунду, и он извинился уже за это лично. Сколько стоит в среднем такой костюм? 2000. Сколько? Итальянская фабрика, Лора Пиано, то есть это одна из самых лучших. Сколько у тебя их? О, костюмов у меня штук 20. Я не люблю шопинг, я не люблю покупать ничего, мне все жена заказывает, если из нормальной одежды. Я единственное, что я люблю покупать, это костюм, потому что я кайфую от того, как идти на игру именно в костюмах. Я считаю, что это лицо НХЛ такое, и это тебе, не знаю, это как-то меня движет. А у вас обязательно в костюмах на игру приезжать? Уже некоторые команды делают такое,
иногда casual, иногда костюмы, то есть там есть Аризона, у них вообще нету дресс-код, то есть ты как хочешь, ты можешь костюм, можешь просто. Торонто то же самое, у них там уже там Nike, они одеваются костюмы, то есть такой, я до сих пор более такой олдскульный, я в своей команде там у стариков говорю, типа, ну, кто у нас там, капитан и Баклун, говорю, нет, мы всегда будем в костюмах, мы не уходим от этого. У тебя есть традиция, ты каждый Хэллоуин выкладываешь фотку своей жены. Да. А ты быстро прочувствовал кайф праздника этого? Классный, да, очень классный. Детям прикольно, то есть там, меня София вообще обожает конфеты идти собирать. У нас плюс вечеринки постоянные, там за самый крутой костюм, там бутылка вина хорошего, там приз у нас такой разыгрывается в команде, да. А вот что ты так бьешься. Потому Не, что ну, реально, если не. смотреть, ты думаешь, вот это люди Ну, запарились. Нам Саша прикольно это всегда было делать, и Саша планирует там за месяц, то есть как что сделать. Ну, у нас были хоккеисты, которые мы ни разу там гримеров не вызывали. А у нас ребята вызывали гримеров, и там по 3 часа просто грим делали, типа, знаешь, страшное что-то, тебе там голову пробили, шайбы, что-нибудь такое. То есть прикольно. Такое. Мы до такого не доходили, мы только идеи какие-то делали. Там у нас идея была там с Карлом Лагерфилдом, и Саша была типа котом его Шопет. А ты был я его был Карлом, дефект, да, то есть прикольно. Ну, постоянно идеи какие-то появляются у нас. Ты сказал, что с родителями у вас разные взгляды на политику и, видимо, на войну. Как вы общаетесь? Ну, не очень близко. Я думаю, то, что это не только из-за... Точнее, это не из-за политики, это просто как меня воспитывали, как у меня... Не знаю, мне тяжело какой-то анализ сейчас делать. То есть как было много вещей, которые накапливались за последние 10 лет, которые нас отдаляли. И это не связано с политикой? Ну, это совсем связано, то есть просто жизненными ситуациями. Мне по твоему интервью казалось, что наоборот вы... Я единственный ребенок в семье. И как бы родителям было тяжело, когда первый год в Лондоне, когда я в юниорский поехал, меня мама со мной жила. И потом я встретил свою жену, и я сказал маме, все, до свидания, мне 18 лет, типа, я хочу с девушкой жить. И как бы мама не очень хорошо это пережила, потому что это ее единственный сын был, и она всю жизнь со мной нянчилась. И как бы и оттуда шли всякие конфликты в сторону моей жены, и, ну, короче, бытовуха. И плюс, чтобы ты понимал, родители хоккеистов, они сумасшедшие, крейзи в своем плане таком. И как бы мы общаемся с другими ребятами, и общаемся с другими семьями, кто хоккеисты, и у кого похожая ситуация. То есть родители хоккеистов, они хотят контролировать все да вся. Ты это имеешь в виду, Крейзи? Да, потому что они воспитывали и вкладывали в нас всю жизнь. С Сашей, своей женой, ты познакомился в интернете? Да. Ты был при этом в Канаде? Да. Она была в это время в Щербинке? Ну, в Москве она жила, да. В Москве? Да. Вы познакомились в интернете, и она к тебе переехала... Ну, мы потом приехали, как бы, когда я приехал в Россию, то есть мы... Летом? Произошло так, меня взяли на сборы на молодежь чемпионат мира на 2 года старше, 93-го года, который в Уфе был. И меня отцепили. И у меня было где-то 5-10 дней в Москве, и мы встретились 3 раза, и мы влюбились. И потом я уехал в Канаду на 5 месяцев, и мы общались по скайпу каждый день, то есть ни одного дня не пропускали. И когда я приехал летом, у нас еще больше завязался роман, и я приехал познакомиться с ее родителями, попросил у них, чтобы мы съездили отдохнули. То есть мы съездили отдохнули на Мальдивы, в самый дешевый отель на Мальдивах, который существует, наверное, All Exclusive. Там что-то там за 10 дней 60 тысяч рублей было. Ага. Ну, на те, я не знаю, то есть для меня это... Сейчас это очень дешево, тогда это для меня было нормально, потому что я большие деньги не получал. И как бы и потом меня сдрафтовали в Баффало, и я уже принял решение, то есть Саша, у нее была своя работа, у нее была жизнь там в Москве, и я как бы, она мне говорила всегда, типа, зачем, если мне несерьезные отношения, это не нужны, типа, вот эти вот туда-сюда, это не для меня. И я сразу дал ей понять, что, типа, я считаю, что я тебя люблю, и мы друг к другу подходим, и я хочу построить серьезно, и я ей сразу сказал, переезжай ко мне, и все. Тебе было тогда 18? 18 лет, да. А ей? А она чуть-чуть старше. И вы вместе до сих пор? Да, 2 детей. Она тех же политических взглядов? Да, она на самом деле еще больше меня смотрит, то есть у меня все равно там хоккей, она
все смотрит, все читает. Но у нас чуть-чуть позиции иногда расходятся, и мы над этим дискутируем. То есть у нас есть такое, да. И с родителями вы не сблизились до сих пор? Нет, но у нас постоянно тяжелая ситуация, очень тяжелая ситуация, на самом деле, и как бы для меня, особенно, допустим, я родителям рассказал, что с тобой интервью будет, и как бы мне не понравилась их реакция вообще. А что они сказали? Ну, мне написали, что нашего президента Путина во всем мире боятся, и все ссут. Прямым текстом. Так что вот такое вот мнение. Не вздумай ничего говорить про него. Ты грустишь из-за того, что так складывается? 100%. Это вообще ненормально. Мне никогда, у меня последние 10 лет не было. То есть ребята ездят, у нас типа father's trip делают. То есть команда оплачивает родителям перелет, то есть или батям, или мамам, то есть были mother's trip, и то есть все отцы собираются и с игроками летят на выезд. И у нас там всякие мероприятия, то есть вместе такое, это очень круто, НХЛ это делает. А сколько длится? Ну, там 2-3 дня. Ага. То есть какие-то города На один выезд? Да, Ага. на 2 игры. И это очень сближает. И у меня таких 2 было, и я был один. Ты не хотел пригласить? Но я в те моменты просто не общался. То есть у нас бывают такие перепады, где-то 6 месяцев мы не общаемся, потом отходим, потом опять год не общаемся, потом обходим. Но ты помогаешь им? Они комфорт? Они себя хорошо чувствуют сами. Кем они работают? Папа работает на одну компанию уже 20 лет, а мама никогда не работала. А что за профессия у него? Он sales manager, типа, в компании, которая пластиковые эти упаковки делает для всех больших дистрибьюторов еды. А, им помощь просто не нужна? Нет. Им нужна, но в другом уровне. Очень тебе сочувствую в этом. Я могу себе представить, как это тяжело. Ну да. Надеюсь, когда-нибудь что-то изменится. Я думаю, это уже взрослых людей не поменяет, просто с этим смириться нужно. У тебя нет американского паспорта? Нет. Сколько лет у тебя до него осталось? Ну, за то, чтобы просить можно было. Пару лет. Собираешься это делать? Да, У тебя грин-карта пока. да. Просто многие будут слушать и видеть, как ты ассимилировался, и они будут думать, что ты уже гражданин Нет. США. Важнейший вопрос для человека, который здесь живет. Ты за свободное ношение оружия или против? Я за. У тебя есть? Было. Что? У меня было, когда я в Америке играл. Потом из-за того, что мы в Канаду переезжали, пришлось уничтожить на границе. Так, для начала, что у тебя было? Пистолет. Глок. Почему ты его купил? Не знаю, потому что защитить себя, если возможно. То есть мы в доме жили, в Форт Лодердейле были, как бы, ну, чтобы... Потому что он у всех. Тяжело ответить. Ну, как бы это культура сигналку американская. Ну да, да. в дом. Да. Ты ходил на курсы? Да, я ходил на стрельбище, стрелял, меня учили, да. Что-то нужно делать, чтобы купить? Потому что когда ты едешь по дороге, например, Смотря из какой Сиэтла штат. в Портленд, Смотря какой штат. То есть в синих штатах намного тяжелее, в красных штатах легче. Там, если ты получаешь, допустим, во Флориде именно права такие на ношение оружия до января 2023 года, сейчас это не нужно. Ты сейчас можешь просто купить пистолет и носить, тебе не нужна даже лицензия во Флориде. То есть любой человек, у кого пистолет, он может носить его. ну хотя бы справку, что он не здоровый, не надо? Да, но тебя пробивают. Перед тем, как ты покупаешь, ты проходишь через процесс. То есть я проходил где-то 10 дней, они меня пробивали по всем базам. Если у тебя что-то всплывает, то тебя оставляют на дополнительную проверку. То есть у тебя ничего не всплывает, то все нормально. Ментальное здоровье, Да, наркотики. Да. Наркотики, там, криминал и все вот это. То есть это очень, очень серьезно следятся. То есть ты оплачиваешь пистолет, но ты ждешь 10 дней. Как ты уничтожал? Ты ехал... Ну, мы чуть-чуть лоханулись, потому что он у меня был, когда меня обменяли из Чикаго в Канаду, и меня приехала компания, собрала все мои вещи, они упаковали в коробку пистолет, а я забыл про это вообще. И когда уже было по пути, я такой звоню агенту, говорю, да, ну, у меня там пистолет, нужно что-то делать, потому что
как бы на границе, чтобы они знали, предупредить нужно. И мы предупредили, они нашли этот пистолет, и они его на границе просто забрали и уничтожили. То есть мы договорились с канадской таможней. То есть такое впечатление у генерального менеджера было, Калгари, который это... Ко мне едет русский с оружием. Приколись первое после обмена. А ты гуглил, когда-нибудь загружал в Google слово «Americans»? Нет. Давай сейчас это сделаем. Я это только сделал несколько месяцев назад впервые и был под гигантским впечатлением. И, не скрою, разволновался за всех вас тут живущих. Например, такое, когда просто люди... Ну и что? Ну, они любители собирать оружие, это как коллекционеры. Ну, а в чем этом такого, просто я не понимаю? В чем ты переживаешь? Блин, то, что столько оружия у людей. Ну, люди кайфуют, там ходят на стрельбище, постоянно стреляют, охотятся. То есть это Техас, это Дикий Запад такое. Не, ну просто это повышает шанс. Ну, эти люди, как бы, если эти люди ответственно к ним относятся, никаких вопросов. Да. Но просто когда столько оружия вокруг, это значительно повышает шансы, то, что когда-то плохой человек, он тебя с ним встретит и... Плохой человек тебя может с ножом встретить или с розочкой. Ну, как будто чуть проще отбиться от этого. Проще Как будто. отбиться, но также, если такой человек к тебе подойдет с оружием, ты думаешь, что нелегальное оружие тяжело достать. Всякие блэк-маркеты, т.д. А так к тебе кто-то подойдет с нелегальным оружием, а у тебя есть легальное, ты можешь себя защитить. Ну, то есть ты веришь в гипотезу, что мысль о том, что Я вижу любого, кого ты статистику, хочешь да. обидеть, что-то с ним сделать, тоже может быть оружие, людей тормозит. Это вот такая 100%. система Если сдержек. посмотреть даже по американские штаты, где больше всего разрешено оружие, то есть даже взять Техас и Флориду, то меньше всего gun violence происходит. То есть если смотреть на все вот эти gun violence, которые они говорят, это туда в статистику вписывают самоубийство. Люди, которые себя застрелили. То есть это считается guy violence. Но он ни в кого не стрелял, он в себя выстрелил. А это в статистику в Америке засовывают. Это все политическое тоже, знаешь. Это туда можно засосаться особенно. Я как бы считаю то, что ничего нет такого, то, что у тебя сейф дома, и ты хранишь там оружие. Если вдруг что произойдет, ты знаешь, что оно у тебя есть, и ты можешь защититься. И плюс люди думают лишней головой, как там в Техасе, когда были протесты, все там губернаторы или там шериф одного города сказал, пусть заходят. Если хотят, пусть заходят по домам. Я знаю то, что у меня 99% моих людей, кто живет в моем городе, у них оружие. И они будут стрелять просто. И грабитель подумает. Лучше так, чем как у, не знаю, премьер-лиги, сколько там, у Стерлинга, там у всех, у них жен похищали с ножами в Лондоне. Ну, не похищально, врываются, пристают. Да. То есть такого бы не было. В Америке такого нет, и тебе никто не забежит в дом. Тебе жена, когда ты на выезде, можешь себя защитить. А ты реально, вы не боитесь, когда вы на выезде? Потому что Никита говорит об огромном количестве новостей. Во Франции, в Испании, в Англии к футболистам лезут в дома. Да. Просто к Абамеянгу залезли один раз дважды за полгода. Я считаю, что это вообще ненормально. Да, то есть там, я видел видео, как человек в Лондоне едет в Бугатти Чирон, и у него разбивают стекло на мотоциклах, и у него Ричард Миль снимают. То есть в Америке это не произойдет, потому что у человека вот здесь пистолет лежит рядом, и все. И ты можешь стрелять по закону. А по закону еще, если твой переступает порог твоего дома, в частности, Да. твоего участка... В некоторых штатах участок, в некоторых штатах дом. То есть разные законы. В некоторых штатах, да. В некоторых штатах нужно предупредительно выстрелить. Ты сразу с человека не можешь стрелять. То есть нужно знать, где ты живешь. сразу можно? Да. То есть в чем прикол иметь оружие? Ну не прикол, а плюс. В том, то, что если вдруг, хотя в этой стране я не вижу, чтобы это произойдет, какой-то сумасшедший президент придет, и что-то будет проходить, и ты не можешь выйти на митинги, тебя будут закрывать рты, то есть как то, что у нас в России проходит, люди просто выйдут с оружием и будут защищать свою страну против плохого лидера. Ну, то есть, если человек обернется Путиным. Да. Хоть сколько ты будешь людей засовывать в армию, в полицию, как у нас, сколько там статистика, каждый третий. Ну, огромная, да. Да, то есть это все останавливается. Представим, что молодые хоккеисты, которым сейчас примерно тот же возраст, что и был у тебя перед тем, как ты уезжал, 16, 17, 18, 19 лет, что бы ты им советовал?
По жизни, по хоккею. По хоккею, не, по хоккею. Именно по хоккею. Именно по хоккею. Ну, у каждого разный путь. То есть есть ребята, как мы говорили, которые прошли через КХЛ и сюда приехали уже таким взрослым игроком со всеми составляющими, а есть игроки, которые, как я, которые могут пройти через канадскую или американскую детскую школу и выйти в НХЛ. То есть это тяжело как-то кому-то как советовать, кому что подойдет. То есть потому что все равно до сих пор, пока все так далеко заходит все равно каждый день, но есть, допустим, есть возможности играть в КХЛ, есть возможности развиваться в России до того, пока ты станешь хоккеистом. Ну, и есть, если ты попадаешь в какие-то команды, как вон, у нас Матвей Мечков, 7-й номер драфта, все говорят, что следующий Овечкин, а его Роман Борисович не ставит на 2 игры уже. Потому что пацан сказал, что хочет в НХЛ. И такое было, то есть у него постоянно игроки, которые за год уезжают, они на банку идут или вышку едут. Ты знаешь или предполагаешь? Знаю. 100% знаю. Так, объясни мне, как Матвей Мечков, новый Овечкин, человек, который, мне казалось, что выберут совсем близко, а выбрали только 7-м. Ну, его выбрали 7-м из-за того, что, во-первых, забоялись того, что у него 3 года контракт. Вот. Да. А тут я узнаю, что у него, он, оказывается, у него контракт длиннющий с СКА. Да. А это обычная практика или нет? Но это там надурили пацана и родителей. Обычно же короче в хоккее, ну, по крайней мере, в таком возрасте. Ну да, то есть на 5 никто не подписывает. Даже когда я пытался, когда я уезжал, мне ЦСКА предлагал на 3 года контракт. То есть ты бы в 21 уехал, а так он всего лишь в 23 придется ему уезжать. И без шансов, что он уедет раньше? Ну, сейчас вообще непонятная ситуация. То есть НХЛ, по идее, может надавить на ЕИЧФ. И из-за этого дела Федотова КХЛ выйдет из ЕИЧФ, и тогда все молодые ребята могут уезжать. То есть я так понимаю, то, что там сейчас война престолов идет, потому что ЦСКА топит за то, чтобы нам нужно задавить ЕИЧФ, Запад, они не могут нам навязывать свое. Филадельфия, а питерская сторона, она более переживает за своих молодежь, которые все сразу свалят первым рейсом, если КХЛ выйдет из ИХФ. То есть там есть, там прям они оппозиционные так друг можно другу. на Спорт.ру зайти и посмотреть интервью, насколько разные. Мне показалось, что они абсолютно одинаковые. Нет, Ротенберг говорит, что нам нужно договориться с ИХФ, а Федоров и Смонтович, они говорят, что мы никогда не будем договариваться. Это война престолов, конечно. О, прям реально сериал. Ты понимаешь, что после этого интервью ты, скорее всего, не сможешь приехать в Россию в ближайшее время? Понимаю. Как ты на это реагируешь? Я считаю, что те вещи, которые я говорю, может быть, научат или покажут нашему молодому поколению, откроют какие-то глаза. Я надеюсь на это. Я надеюсь, что другие ребята, хоккеисты молодые, тоже на это посмотрят и не будут бояться высказывать свою позицию. И я думаю, что это единственная дорога к демократии в нашей стране, чтобы люди не боялись высказываться. Я понимаю, что в России это очень тяжело делать, если ты находишься, потому что это все контролируется, это все пресекается, и от этого плохие последствия. Но ребята, допустим, у которых есть возможность уехать за океан, которые до сих пор любят свою страну, и да, я понимаю, что люди скажут, что он тут сидит уже 10 лет, ни хера не знает и ничего не видел там. Я скажу что все я вижу и все я знаю. И у меня там много друзей, у меня там родственников, я со всеми общаюсь, и я делаю свой ресерч, как ты говоришь. То есть, и если не я буду говорить, то кто будет говорить? Если не те люди, у которых есть возможность уехать, и которые все равно, несмотря на что, любят свою страну, и они патриоты своей страны, но ненавидят свое правительство и видят, куда правительство ведет эту страну, я считаю, что для этих людей очень важно высказываться. Потому что поколение обновляется, эти все деды, которые там все воруют постоянно, они все когда-то уйдут, и кто-то другой встанет в власти. Я надеюсь, это будет умный человек, и мы придем уже к нормальной демократии, будем развивать страну. Ты допускаешь, что не вернешься в Россию никогда? Да, допускаю, но я думаю, такого не будет. Я думаю, что когда-то я точно вернусь. И я хочу вернуться. И я не знаю, как мы разговаривали на лодке, я не знаю, кем я хочу быть после хоккея. Может быть, я одним из тем захочу быть, который что-то хочет поменять в стране на высоком уровне. Ты про политику? Да. Ого. Мне это интересно, почему нет?
буду учиться. Мне только 28 лет. Я еще многого не знаю, я еще многого узнать, научиться в жизни. Жизнь прекрасная в этом смысле. Тебя никогда не смущало количество спортсменов в российской политике? И то, насколько они неэффективны, бессмысленны и... В данной России, да. Я думаю, то, что если построить правильную систему, как в демократических странах, то они могут очень быть полезны, потому что они повидали все. А данная коррупционная российская политика, то понятно, что они бесполезны, они на этом же кошельке сидят. И финальное. В чем сила? А нереально ответить на этот вопрос, потому что в каждом разное. Допустим, в семье сила в любви. Для меня, если ты спрашиваешь Никиту Задорова как игрока НХЛ, для меня сила в победе. Как спортсмена, как хоккеиста. А как человека? Как человека, я думаю, сила в возможностях, которые тебе дает мир. Очень американский ответ. Да, да.